Хочешь драться? Хочешь драться? Драться? Да. Драть? Колготки? Да. Ну, мы просто подеремся, и я тебя урою, и из тебя деньги выпадут. Подери меня. Привет, Иван. Подери мою залупу. У меня теперь сформулировалась в голове фраза «Подери меня, Иван». Чего? Ну, типа, смешалось. Доллар подешевел. Сука. Ой, ну мусор я не выкину сегодня. Чё, Лена? Мусор я сегодня не выкину. А чё? Да там все в снегу. Ужас. В мусоре? Да. Алекс, вот это. Я подрубил заниматься дендей. Дима. Очередной трехчасовой стрим. Ну, вообще, мог бы быть и больше, но я просто занимался хуйней до этого. Ел яблоки. Да, яблоки ел. Смотрел видосики. Так, а где избранные сообщения теперь? Поебать. У меня избранные сообщения пропали. Из WhatsApp. Лена, ты не избрала? Лена, ты называешь избранными сообщениями переписку с бывшей. Ну да. 3 избранных сообщения. У меня недавно новый появилось. Ой, где нашла? Ну, что я на столе. Нашла? Ну, А мою не нашла? да, нашла. А твою не надо. Да зачем ты мне это принесла? Избранное сообщение это. Что, нет, что ли? Я уже нашел. Ну, ладно. Тогда я пойду обуваться. Я сейчас обуюсь. Принесу поесть. Все. Да буду. Так, я сплю. Вот примерно в ту сторону, Алекс. Я сплю сейчас по часу раз в 5 часов. Где-то так. Короче, поделил сутки на 4 сектора, и в каждом секторе сплю по часу. Ну, час 15 минут. А потом спать, да. Как эффект, только начал, пока в порядке. Буквально вот сколько, я 2 сна уже пережил. Ой, 3, да? Раз, сейчас, сегодня что у нас? У меня уже понятия сегодня не особо существует. 3? Да, я трижды уже спал. Ты что-то хочешь? Орешки? Семочки бы хотелось, да, конечно. Что должно измениться? Самые большие семечки. Да. Что должно измениться? У меня должны либо отрасти крылья, либо хвост. Привет, Никита. Да, я ничего не ожидаю. Ну как, лучший результат это то, что я буду спать 5 часов в сутках, если все сложится супер идеально, как в фантазиях. Вот. А реалистичный результат, ну, ничего не особо не изменится. Попробую неделю, пойму, что все время чувствую себя сонным и все. Тут ты меня поймал. Ни того, ни другого не ожидаю вообще-то. Так, погнали смотреть консоль от Алекса. Полифазный сон, верно. Этим и развлекаюсь. Я вообще в коопе этим занимался, челленджем. Собираясь неделю коопить, челленджить. Но Лена уже 2 раза уснула. Поэтому с ней я больше не кооплю этот челлендж. Little by little. Я не думаю, что этот режим реалистично звучит. Поэтому я просто выбрал тот, который кажется мне реалистичным. Сколько-нибудь. Поэтому я сплю 5 часов в сутки суммарно. Ну, планирую. Я там вот пошерстил интернет, посмотрел варианты. Странно, что варианты такие прям четкие по минутам, по часам.
Это немножко удивительно. Типа, можно любой, видимо, придумывать режим для себя. Я выбрал тот, где... Ну, там написано было, что, типа, минимум сна рекомендовано. Это 5 часов, я думаю. Ну, нормально. Попробую их разделить. Сначала понял, что 25 часов, в принципе, на 5 не делится. Потом понял, что делится, если правильно делить. Ну, в смысле, я думал 5 раз спать в день. Понял, что 4 раза или 6 нужно делить. Самого жесткого и слился. Ясно. Ловил осознанное сновидение, да, я в этом кое-что понимаю, разбираюсь и смотрел обучающие видео на тему осознанных сновидений. И дошло в итоге до того, что если я оказываюсь в осознанном сне, я кого-нибудь ебу. Потому что там больше нехуй делать. Я потестил все механики осознанных сновидений, которые могли бы меня заинтересовать. Кроме секса там делать нечего. Потому что секс ощущается как в реальности. Я для себя понял, что такой режим сна возможен для обстоятельств типа вахты. В реале так сложно жить. А у тебя был опыт именно жить с этим режимом? Летать тоже приходилось. Я с этого кайфа не словил особо. Слушай, Алекс. Такое тоже бывало, да, про захватывающий дух. Часто были, позже для жесткого видео осознанные сны ушли. Мало чего потерял, на мой взгляд. Но если тебе нравилось, то понятно, в чем дело. Смотри, вот у меня до этого были консольки другие. Одна весит 29 килобайт, другая 50. А твоя консоль весит 1,5 мегабайта. Ты что-то туда большого напихал? Там типа дохуя полигонов или что? Потому что это выглядит, ну, как что-то очень... довольно весомо. Если консолей будет много, то это лишних мегабайт 15 будет на билд. Это, конечно, ну, не критично, но... Если есть возможность сделать это более легковесным, было бы неплохо. Потому что вот эти консольки меня супер устраивают. Они весят буквально, типа, 50 килобайт каждый. Я не знаю, в чем там трюк. Они простые и легкие. Хорошо. Сейчас попробуем потестить. Для этого мне нужна консоль. Я не помню, где она там. Все, что мне нужно, это зайти в waifu стейты. Нет, не waifu стейты. Где? А я не помню нихуя. Да, походу охуенная была игра. Вот, waifu консоль. Копируем PS4 консоль. Туда же. Называем ее Бинди. Задумался об этом, тестил экспорт. Ага. Астрал? О чем речь про астрал? А, понял. Так, мне нужны какие-нибудь особенности по материалу? Да, вроде нет. Цвет предположительно не меняется. И сюда мы ложим... Как она называлась? Деньги. По поводу нейминга, Алекс, прошу писать названия консолей, ну, как-нибудь, чтобы не отличались друг от друга. Не названием игры, а, типа, описанием консоли, чтобы мы могли на одном языке разговаривать. Что это вот консоль Бинди, это еще-то еще, но... Деньги это не лучший нейм. Я назову ее Бинди. Итак, вот что мы имеем. Ну, сходу она что-то не села на место. Значит, что-то уже не то. Сейчас посмотрим, что там по размеру у нее. И поглядим и разберемся. Так, наверное, мне нужна не вся консоль, а только лишь ее части, наверное. Тут есть main color, есть mesh.
Мэш содержит очень много ненужного. Определенно нужен мэш, который содержит только пустые штуки, а не всю консоль целиком. Все эти шнуры... подожди, или шнуры ее часть. Вот этой штучки, кажется, не должно быть у нее, как у консоли. Сейчас посмотрим, что можно с ней сделать в плане поворота. Nope. Придется вручную, наверное, как-то ее подгонять. Давайте попробуем. Как будто бы вот так. Да, здесь странная пипка, типа, он теперь отсюда торчать будет, наверное. Сейчас проверим. Пипку надо убрать. Так, ну вроде и все. Вручную посадили ее. И теперь давайте проверять, как она себя чувствует в игре. Что-то с размерами не так, видимо, у нее. Или это я просто криво подобрал. Сейчас посмотрим, в чем дело. Да, это я криво подобрал, видимо. Сейчас настроим. Так, ну выглядит она отличающейся от других. Но вот этот вот... кажется, эти штуки, они вообще здесь... все эти выпуклости маленькие, они странно смотрятся на маленьком экране, что ли. Какие-то куча пикселей лишних создаются на ней. Там все равно надписи не разобрать все эти. Они слишком маленькие, наверное. Вот эти вот надписи, они странно выглядят. Они буквально, ну, типа, и со светом плохо работают. Их лучше, наверное, убрать. И, наверное, и полигонов дохуя еще закидывают. Так, нужно подобрать... А в чем может быть дело, что кнопки не подходят под консоль? Это... Я вот тут не уверен. Как будто бы она уже должна быть, что ли? Или эта кнопка-то не подходит. С кнопками что-то не так. Если мы смотрим на оригинал, вот он, то здесь все выглядит, ну, типа, подходяще. И кнопочка здесь тоже нормально садится. Ну, пока далеко до идеала. В плане подходимости фигурки у нее. И, ну, возможно, это все еще просто я косячно ее настроил, да нет. Типа она же буквально не влазит по кнопкам. Типа вот так? Нет. Так оно странно вылазит. Да, кажется, она вот именно пикселизируется жестко из-за этих, из-за... И здесь странно как-то она выглядит. Какая-то полоска вот из точек пикселей, не пойму в чем дело. В оригинальных такого не было. Не знаю, чем это обусловлено, но она странно белыми пикселями покрыта, вот на изгибе, например. Тут я не знаю, в чем дело. Видимо, эта полоска здесь, наверное, не нужна под бинди лишняя. Она смотрится странно. Секунду. Алло? Сосиску в тесте печеную купи. Антиальясинг у меня так работает. Наверное. я в этом не разбираюсь. Но в других консолях такой проблемы нету. Вот другая любая консоль. У них нету, вроде как. Ну, здесь вот, например, посмотришь, и как будто норм смотрится. Но я не уверен. Шейдер стандартный здесь, да, ничего такого.
Может быть. Но хочется, чтобы было как на остальных консолях, чтобы они просто были малополигональными, наверное. Тут таких проблем вообще не наблюдается. Все консольки по размеру вроде. Тогда жду от тебя новых вариаций, видимо. У этой довольно много проблем. Ну, я, в общем-то, все озвучил. А на этом тогда пока все. Ну, в плане новых консолей. Пока вставлять сюда нечего. Хорошо. Так. Это я сейчас туплю из-за недосыпа или что? Не пойму. Недосыпа вроде не чувствую сам по себе. Так, что чувствую? Чувствую, что нужно смотреть математику дальше. На чем я остановился? But we're also going to want to normalize that. Otherwise, it's just a difference vector or a displacement rather than a direction that's usually normalized. But this is in world space. But we want this in local space. So direction to target. У меня, Алекс, за пожелание и поздравления есть вот такая награда. Если ты меня с чем-нибудь поздравляешь или что-нибудь мне желаешь, то получается вот так. Ты как раз уходишь, поэтому покажу. Вот. Ты получил мут на 3000 секунд. А мог получить випку. Like I mentioned before, Unity has built-in functions for this, and this type of transformation is basically doing the matrix multiplication we talked about earlier. So we want to convert this to local space, and we do that using transform dot inverse transform direction. You could also use inverse transform vector. The difference between those two is just how it handles scale. But we don't have any scaled objects right now. So in this case, we can just use inverse transform vector. And so in here, we just pass in our world space coordinate, and we're going to convert that to local space, because inverse transform is world to local. Okay. So now we have the direction in local space. And that is wonderful. Actually, we're gonna need the full vector, so let's not normalize this. And this is gonna be the vector to target. And then we can have the direction separately. Okay, these are the things we're gonna need. So let's start with the easiest one. So that's gonna be the height position check. So if we have the location of the target here in local space, then if it's below 0, it's outside on the y-axis. And if the y-coordinate is above our height value, it's also outside, right? And so all we really need to do the height check is to check the y component of our target in the local space coordinates. And so that's all we need to do to check the heights. In other words, if
А смысл ты это смотришь? А if the смысл? vector to target, Что ты имеешь в виду своим вопросом? dot y is less than 0. 7 лет в 1С я не If the изучал vector to вектора. target dot, y is greater than height, А в then Unity we я return. занимаюсь Oh, we около return 3 false лет. because it's И там я outside. векторами занимался. Но углубленно не занимался. Okay, so if it's outside that, it is not inside. Зачем же So мне we can смотреть just вещь, early которую out я и this так function. знаю? We don't need to run all of В these чем суть твоего calculations. вопроса? We can just skip the rest Это because if it's outside the height желание range, it's never going to be уколоть inside меня в тот факт, что я не знаю чего-то? this anyway. Okay, so let's test this. Уколоть. У меня как раз иголка в руках, чтобы уколоть. Как раз таки да. Ну, и чего ты этим достиг? Проявил себя токсичным. Okay, В моих so this глазах. one, remember that Получил we're минус just к репутации. checking the height range И now. ничего не изменилось We're в мире, not кроме checking этого. anything else. So we can see that it's outside here, inside, outside, inside, outside. It seems to be checking that height interval, right? The infinite stretches of planes. It's checking if it's inside or outside those two infinite planes. So that seems to be working. Even though it's rotated and all of that. Я не прощаю. All right. Okay, so you can see that if we did this with world space coordinates instead, then this would look a little bit different, right? Then that would involve like using the dot product of like we would take the I guess this should be renamed now. Because this is the vector to the target, right? So if we wanted to do this in world space, this would get like a lot more complicated. It would be like we would have to do the dot product. We would do transform or vector3 dot dot transform dot up between. Подожди, а что она сейчас делает? So then we would get the projected distance Зачем onto ей that up vector умножать? using. Dot продукт покажет. Я забыл, как dot продукт работает. Подожди. Покажет соотношение этих векторов. And then we would check. Then we would do the range check using this value instead of vector target dot. Чё? Как? Y. So instead of just reading a single component, we would have to calculate this using the dot product, which is more expensive than simply just using the Y component, right? Okay. А как? Dot product. Чё? All right. Еще раз? Okay, so you can see that if we did this with world space coordinates instead, then this would look a little bit different, right? Then that would involve like using the dot product of like. Это если в world space она имеется в виду изучать. I guess this should be renamed now. Because this is the vector to the target, right? So if we wanted to do this in world space, this would get like a lot more complicated. It would be like we would have to do the dot product. We would do transform or vector3 dot dot transform dot up. Transform up от пушки. Between that vector. И вот продуктится вот с этим. Dot продукт это то, насколько они отличаются. So then we would get the projected distance onto that vector using our relative vector there. Это что, я понял, это чтобы понять, типа, по Y куда попадает. Ты годером-то работаешь? Не работаю. Я преподаю разработку игр на Unity. На данный момент. Почему? А почему я должен был работать кодером? Мне деньги не нужны особо. Работа не интересует. Привет, Демон с Дем. А зачем мне спал? А потому что я кодером работаю. Right. Уточните ваш вопрос. Okay, I'm gonna go get my tea.
Обычно, типа, у Вомчиков вопросы работают, почему что-то существует, нежели почему чего-то не существует. Как отвечать на вопрос, почему я чего-то не делаю или, типа, кем-то не являюсь? Type some questions if you have questions. Работаешь лидом. В смысле, это... Звонишь в компании, представляешься покупателем, и они тебя в свои лиды записывают, и потом обзвон устраивают. Ты в воронке продаж не застрял? Я слышал, там это постоянная ситуация, лиды в воронке продаж застревают. Ты выше сеньора? Альфа-сеньор. Не даже Да, и скрипты есть. К слову. И вот тоже как раз скрипты смотрим для лидов. Главное скрепы не рушить, а на скрипты уже похуй. Not working for some reason. Did I mistype something? Yes, your transform is using inverse transform point, but you have to use inverse Ты transform кодером ты работаешь, Вомчиков, будучи лидом? vector. Because again, we're transforming a relative vector. We're not transforming a position. Because this is a relative vector, right? Нет, ты перепутал. Это я Then we преподаю. want to Все transform напутал. that from Ты думаешь, что world я space это to ты? local space. Но это я это я. It is possible to do this kind of the other way around. If we transform the position to local space before Можно do- начать в обратном порядке. Сначала сойди с ума и будешь думать, что изучил все языки. Пользуйся выгодами then we can use схождения inverse с ума. transform points. I thought it was inverse transform direction. Either would work if it's normalized. I think transform direction is a bit of a special case. I forget exactly what it does. Так, а я отвлекся тем временем опять, the да? other way Ну-ка еще From раз. that, it should be Что мы сейчас делаем? not working for some reason. Did I mistype something? Yes, your transform is using inverse transform point, but you have to use inverse transform vector. Because again, we're transforming a relative vector. We're not transforming a position. Because this is a relative vector, right? And then we want to transform that from world space to local space. It is possible to do this kind of the other way around. If we transform the position to local space before we do the subtraction, then we can use inverse transform points. I thought it was inverse transform direction. Откуда знаешь? Я вроде не говорил, что хочу. Стоит начать с В крест. В? Either would work if it's normalized. I think transform direction Крестовый is a bit of a поход special справится. case. I forget exactly what it does. I never use it because I feel like it like secretly normalizes stuff, but maybe we can see what it does. Or maybe it's internal. Okay, yeah, it's internal. Yeah, I don't use it because I feel like it's secretly calling normalize. I'm not sure if it does. Не I понял. don't Secretly? know. Что? Normalizes stuff, but maybe. Inverse transform direction. Maybe we can see what it does. Or maybe it's internal. Okay, yeah, it's internal. Yeah, I don't use it because I feel like it's secretly calling normalize. I'm not sure if it does. And I forget how it deals with scale. This operation is unaffected by scale. Yeah, this is world to local, unaffected by scale. Okay, I don't know if it normalizes. It's a little unclear. I feel like it should normalize if it's called direction, but I don't know. I don't use it, and so yeah.
think vector takes in scale as a factor. Yes. Yeah, so I think if you pass in a... The question for me is, what happens if Спасибо. I pass О, in a хорошо. non-normalized vector? Will Это моя this версия normalize пива. it or will it not? It's a little unclear. I don't know which Все, which что one it выглядит does. как пиво и на вкус как грушевый, называется пивом. But generally, whenever I transform vectors, I almost never have scaled spaces. So for me, I just pretty much always use inverse transform vector or point, right? Ну да, сплошные плюсы. Можно сидеть нихуя не делать всю жизнь. Okay. И учить людей разработке на C-Sharp. Сейчас еще семочек, наверное. Okay. Это, конечно, ты зря. Что это такое? Иви. То же самое, что щербет, только без орехов. А я не люблю. В смысле, не хочу, сейчас у меня есть что-то. Ну, сейчас положим. Она же растает. Думаешь? Да. Куда ты думаешь? Ты подожди с семечками, я тебе сейчас еды разогрею. А я уже кушал. Ну ладно. C-Sharp очень легкий. Во сколько байт компилятор C-Sharp уложишь? All right. Next one. Next one, let's see, which one do we do? Let's do the wedge, because that one is actually very simple. So we want to do the angular check, right? But if we go back here, Значит, не такой уж и легкий. remember that if we have the direction to our object, then this length right Как раз here следующий курс. Как фигачить машинные коды уметь. directly relates to our threshold value, right? And so if we have this direction, we can simply check the Не in this дисковой case, the памяти, z а component подпространство to see времени. if it's above or below our threshold. And so we have direction to target here. I guess maybe we should move it down. So then all we need to do to check our threshold is Если ты считаешь, что у жесткого диска нету памяти, то откуда он знает про всю порнуху, которая на нем лежит? Помнит? if direction to target dot z, because that is the that's the forward direction Вот, of our не дырок, trigger. а So the отверстий. blue one is the z-axis, and that's forward. Подошли к самому важному. So we just need to check if this one, if that one is less than our angular threshold, then we return false, because then it's outside the angular wedge. Threshold. So we just need to check if this one, if that one is less than our angular threshold, then we return false, because then it's outside the angular wedge. So we can comment out the height position check, so we can test this one in isolation. Okay. И отверстие So that предлагателей. one is inside, and then outside. Inside, outside. Not sure if this doesn't look like it actually works. Something's wrong. Something's wrong. Yes, okay. So one of the things that we need to keep in mind every time we normalize vectors like this, and when we're working with spaces that are not radial, because remember that this Какую именно игру? Ты в курсе, что я заходил к тебе на Итчево и смотрел твои игры? Может быть, ты не был тогда на связи? Я смотрел игру, где в память нужно уложиться. Последняя, ну, про мышей ты имеешь в виду? Про мышей я видел ее. Если новая, погнали, кидай ссылочку. Ты еще в каком-то джеме поучаствовал? Может быть, путаю. Действительно.
Бывает ситуация такая. А как был ник у того чела? А, да, путаю. Знаешь что? Челик, о котором я говорю, у него зеленый никнейм, и у него никнейм Дикарик Пиджон. Короче, тоже два слова, и одно из этих слов начинается на букву Д. Очень похожая сигнатурка получается. Был уверен, что это ты. Я знаешь, какую игру сделал? Я не знаю, какую игру ты сделал. Итак, аудиобуря, мелодическая волна. Гоночная игра, где ты погружаешься в волнующий мир музыки и скорости. Здесь твои движения сливаются с ритмами треков, и каждое ускорение становится танцем по трассе. Танцем на трассе, наверное. Музыкальные биты не просто сопровождают гонку, они становятся твоим гидом, определяя темп и атмосферу игры. Ну, аудиосерф, пока я думаю, это похоже на него. Яркое окружение, симбиоз скорости и музыки. Не просто соревнование, настоящий музыкальный опыт на колесах. Ну, описано довольно красочно. Стримы, как делал игру на ютубе. Начни игру, а. Ты за 3 дня столько стримов накидал? А почему твои стримы разбиты примерно по 3 часа? Ты делал такие маленькие... Маленькие эти? Маленькими порциями делал игру? Это ГПТ писал, это аудиосерф Салика. Чтобы копирайт резать. А как это помогает копирайт резать? Я просто знаю, что если стримишь на YouTube одновременно, то просто нужно, чтобы музыка туда не попадала. А тут тебя и не видно, да? Я хотел на тебя посмотреть. Ну ладно. Тут и код, видимо, с помощью чата ГПТ, да, нахуячен? Похоже, что да. И это не Unity, видимо. Ну, сейчас посмотрим. Слишком большие ролики не режет. Ага. Я не понял, что значит слишком большие ролики не режет. Что есть режет? У меня, когда я стримлю на ютубе с музыкой, ловлю просто копирайт страйк и все, и стрим выключается. Поэтому сделал, чтобы музыка просто на ютуб не попадала. Ну, я сейчас стримлю на ютуб тоже. Долбит, а потише нельзя, это неприятно долбит. Сразу хочется игру дропнуть. Ну, типа, она просто стучит в ухо очень громко. Я, в смысле, не собираюсь ее дропать, я имею в виду, что по ощущениям. Первое, что приходит в голову, нужно дропнуть игру, потому что она громкая. Делаю экспорт на YouTube с Твича. А зачем? Что это дает? Как ехать? А? Ну да, аудиосерф. По контрастности, я бы сказал, проебка неплохая получается. Ну, точнее, наоборот, плохая. В смысле, персонаж сложно считывается на фоне этого... На фоне клеточек. Можно, короче, делать такую штуку. Делаешь скриншот игры, на черно-белые тона переключаешь и смотришь, видно ли твоего персонажа. Сразу становится ясно, где проебка по контрастности. Он очень плохо считывается на этих клеточках. Ребит. Блин, она ребит. Неприятно ребит. Полосочками. Я не чувствую, что музыка вообще как-либо связана с игрой. Это просто, кажется, рандомные кубики. Кубики, кажется, не знают ничего про музыку. А что здесь связано с музыкой? Лень рестримить. Это очень легко делать с Demon на самом деле. И не придется ничего экспортировать. Кажется, не влияет. Это некий такой визуальная пародия, я бы сказал, на аудиосерф, да, типа, что-то хочется такое же сделать, но без главной фичи, что музыка влияет на трек. Все обманчиво, ну, оно так и выглядит, действительно. Сообщение, музыкальный куб, очки, скорость, время. UI, конечно. Охуевший. Давно занимаешься этими делами, Demon в Unity? Что по опыту у тебя? Ну, то, что происходит, я бы сказал, слегка залипательно. Под музычку вполне приятно двигается.
Игра за... охуеть! Набрали 17 тысяч очков. А почему? Хватит игры. Я не могу отключиться, все. Смерть. Ну это пизда, конечно. Зачем ты сделал сообщение, которое выводится вот так? А как ты его сделал, кстати? Что нужно сделать, чтобы сообщение в браузере высветилось? Алерт JS. Это прям в Unity можно писать алерты эти JS? А, бля, я что-то про... Я думал, это на Unity, я забыл. Я смотрю на игру, как будто бы это в Unity сделано. Все, я понял. У меня автоматическая реакция. Игра, Unity, блядь. Игра, Unity. А как это дропнуть теперь? А вот. Почему делаешь на JS игру, расскажи? Почему не на Unity? Или на чем-нибудь подходящем для разработки игр? Ну и заточенным под разработку игр, я бы сказал. Input контроллер. Концептуальщик. Это не отвечает на мой вопрос, не понимаю. Что мешает тебе делать концепт на Unity? Touch Start X, Touch Start Y. Number. А, number это тип, видимо. А это название. Current Touch X, Current Touch Y. Конструктор. Привязали действия. Угу. Концептуально сделать на TS и 3GS отрицать. Что, по-твоему, значит концептуально? Я думал, концептуально это когда основа вокруг концепта строится. Концепта чего? Может быть, мы слово концептуально по-разному воспринимаем. Ты имеешь в виду андеграундно, может быть? Концептуальный. Что это означает? Прилагательное, относящееся к концепту, концепции, содержащей какую-либо концепцию, основан... Ну да, вот. Это об этом я и говорю. Концептуально это про концепцию. Ну как есть 4.3.3, концепция музыки без звука. Я не знаю, о чем речь, но то, что я увидел, у меня со словом концептуально не ассоциируется вообще никак. А вот андеграундный, да. То есть, ну, не на волне мейнстрима делаешь. Другими способами. Ну, я понял, увидел. And so when we check for this one, we actually need the normalized flattened vector. Because if it's pointing челлендж бы в этой игре появился, было бы неплохо. It's going to start creating the shape of a sphere, right? Not a cylinder. Что так тихо? And so when we normalize the 3D vector, it's going to become a little bit shorter here. Я же звук тише делал. That in our case it's going to work if it's all the way down here, like near the bottom plane. So here it seems to work fine, right? So inside, outside, inside, outside. But as soon as we move it upwards, now it no longer works because we're doing we're basically normalizing in the sphere. So we're gonna have to do a little bit of shenanigans here, where we're gonna need to flatten this one. So we actually want the direction flattened on the XY. Я имею в виду андеграундный подход к разработке. Не, то есть делать на Unity это мейнстрим, а андеграунд это то, что не на Unity сделано. No, sorry, XZ plane. Это опять же вопрос, а что считать, ну то есть о чем андеграундном мы говорим. Андеграундные идеи игры, может быть, там, или мейнстримные, но я говорю именно про андеграундную технологию. Андеграунд в контексте разработки игр, разве нет? Разве это мейнстрим делать игру на 3GS? Я такого не слыхал. Мне кажется, это опять же вопрос от того, что ты называешь андеграундом, а что нет. Ну, а ниша это не есть андеграунд?
Все, что не мейнстрим, это не андеграунд, разве не так работает? Along the floor of this one. Типа это как, ну, антонимы? And Мейнстрим, then we андеграунд. normalize it. Наверное. Популярная ниша. Тогда она уже And мейнстрим. then we can check that component. Что такое underground? Протестное направление. Ну, типа да. Неформально, независимые или запрещенные цензурой виды и произведения искусства. Граница между андеграундом и мейнстримом всегда размыта. Тарковский не андеграунд, но это ниша. Я думаю, Тарковский мейнстрим, я его довольно часто видел. Не вижу... Ну, я согласен с тем, что это нечто нишевое, наверное. Я слово ниша особо не использую. Андеграунд. Это ниша. Подполье. Чудесная ниша. Типа это частный случай ниши? Хуй знает. В отдельную нишу. Что такое ниша? Место в экосистеме, сфера проявления какой-либо деятельности. Небольшой, свободный от конкурентов участок рынка. Что чат ГПТ по этому поводу думает? Не самые очевидные русские термины. Расскажи о схожестях и различиях понятий андеграунд, ниша и мейнстрим. Что значит концепция есть? Концепция чего? Андеграунд за пределами мейнстрима вне широко распространенных тенденций. Вне широко распространенных тенденций это андеграунд. Подпольная культура, которые не получили широкого общественного признания. Андеграунд обычно характеризуется более ограниченной аудиторией, более экспериментальными нестандартными формами выражения. Вместо нестандартных идей, которые еще не получили широкого признания. По описанию похоже на то, что ты делаешь. Игра на 3GS. В контексте видеоигр это андеграунд. В моем восприятии. То, что я называю андеграундом, это хорошо вписывается в 3GS для геймдева. Я согласен, что 3GS это мейнстрим в плане веб-разработки, но не геймдева. Ниша – определенный сегмент рынка, аудитории, которая может быть мало распространенной в обществе. Обычно относится к конкретному сегменту, где продукты, услуги и идеи предназначены для узкой специализированной группы людей. Нишевый продукт или услуги. Вот, ниша – это конкретно что-то предназначено для узкой аудитории. Почему 3GS предназначен для узкой аудитории? 3GS это же как раз универсальный продукт для любой аудитории. Это не ограниченный какими-то стенками. Почему это ниша? Нишевые могут быть в рамках мейнстрима, так и в андеграунде. Ниша продукта, есть ниша инструмента. Да, думаю, да. Так, я говорю вот про инструмент, про 3GS. Про продукт речи не было. Инструмент для этого, чтобы делать этот инструмент, чтобы делать этот продукт, видеоигру, 3GS, это точно далеко от мейнстрима и в моем понимании андеграунд.
Есть какое-то большое количество людей, которые на 3GS игры делают? Думаю, нет. Okay. So recompile. See if this works. So now it counts as inside. So that's good because we're doing the infinite wedge right now. We're not doing the... It's not getting clamped by the height. Джесников. Просто не очевидно, да, что это не Unity, даже ты меня спросил. Только действительно не очевидно, только если нет значка или есть значок. Это же никак не проверить. Ты имеешь в виду, что в геймдеве много 3GS-ников? Я об этом не просто... Это ты буквально первый, кого я знаю. Вот я сколько стримлю, сколько я общаюсь про игры, ты первый, кого я встретил, кто делает игры на 3GS. Так что ты буквально один из тысяч, ну или сколько там, сотен тысяч людей, с которыми я общался, не знаю. Так что это звучит довольно узко. А сколько ты знаешь лично 3GS-ников, которые игры делают? На геймджемах, например. Это же технология не заточена под разработку игр. Там нет готовых инструментов удобных. Same thing with this plane right here. Okay. Did that make sense? It's a little bit funky because we're flattening vectors and we're effectively flattening this to 2D here, except we're still using a vector 3. We could use a vector 2 if we want to, and that would be a little bit cheaper as well because normalized would be not doing an unnecessary addition and... А то, что 3D-модельки в игре есть, это тоже работа 3GS? Она с 3D-модельками работает? Cubing, but... Может, поэтому называется 3, типа, ну, 3D. But yeah, did that make sense? Почему не название 3? 3D-редактор? Ну, 3D-редактор это не видеоигра. People are typing. В чем направление вообще 3GS? Что это за фреймворк? штуки делаем. Ну, для 3D проектов. Давай посмотрим. Что говорит чат ГПТ тот же, я не знаю. Для чего? Трехмерная графика в веб-браузере. Веб-графика, виртуальная реальность, игровая разработка. А, она реально делает штуки? Этого я не знал. Если там есть действительно инструменты под игровую разработку, то я был неправ в таком случае. Я просто был не в курсе, что такое 3GS. Трехмерных игр и интерактивных веб-приложений с элементами игрового дизайна. Типа реально игры делают на 3GS? игра на 3GS. Если бы из Unity выкинули все, кроме 3D. А там тут чат ГПТ пиздит, говоря, что здесь есть инструменты для создания трехмерных игр необходимые. Там, ну, буквально есть инструменты под игру заточенные. Или все-таки 3GS не про игру? Хочется теперь знать это. 3D миксер аниматор. Думаю, нет. Если бы он работал как бы в пэкэдже других инструментов, которые были видеоигровыми, наверное, да. Но сам по себе просто аниматор.
Он типа действительно для графики. Ну, в смысле, для... Угу. Я думаю, что он сделан не для того, чтобы именно под игры. Но вот просто у меня не было, видимо, опыта столкновения с теми, кто делает реальные игры на 3GS. Как будто бы это опция, которая возможна, но далека от удобной. Может быть, Demon Dev, не знаю. Обычно нет проблем. Ну, не западным, Что я западным? Ну, YouTube это западный, я не знаю, наверное, нет. Там свои серваки в России. Вроде как. Что-то душит провайдер, реально. Это игра? О, ты показывал ту игру, где что-то типа Flappy Bird, да? Не твоя работа была? Там что-то вверх-вниз нужно двигаться, птичка. А, теперь вспомнил. Слушай, ну смотри. Игра на 3GS, что-то похожее на этот. На спорт, наверное. Чисто по формам персонажа. Но это все еще скорее какая-то презентация, нежели игра. Ну как, это игра определенно, да, это видеоигра 100%. Сделана 3GS. 3GS позволяет это делать, но... Прям вот, чтобы в это можно было играть. Нет звука еще. Слушай, ну если у 3GS нет звука, мне кажется, она не заточена под разработку видеоигр в таком случае. Прям точно. Нет инпута. Ну это точно. Теперь я уверен, что это андеграунд. Делать игру на 3GS это андеграунд просто потому, что там нет ни звука, ни инпута. Как минимум инпута. Нет? Я неправильно размышляю? Я просто далек от этих тем. Я делаю выводы от того, что вот... От того, что ты сообщаешь, моментально какие-то формулирую. Не смотрел никогда по этим углом. Понял. Расскажи, а почему ты делаешь игру на 3GS? Почему? В чем твой интерес именно? Чтобы она была на другой технологии, нежели как все делают в этом смысле? Поэтому ты называешь концептуальной? А я могу гвоздодером гвоздь забить. Весело? Ну, это вполне годный аргумент на самом деле. Я тоже вот игры на скретче делал. И было весело именно потому, что они на скретче. Это ощущается как определенный челлендж для тебя? Что типа, эта штука не сделана, чтобы делать игры, а я на ней сделаю игру. Давай, мир чучу. А на Unity вообще не приходилось работать? Ну я понял, да. Возможности некоторые имеются. Делал на Unity, зевая, просто как вижу готовый скайбокс. Почему? Ты как-то вручную скайбоксы делал? Понял, забавно. I didn't get how checking the Z counts as checking the Может, angular первый раз threshold, прикольно делать скайбокс. Я вот тоже люблю в Unity что-нибудь свое разок our сделать, а потом пользоваться angular обратно threshold тем, что is уже привык пользоваться. determined Убедился, что by знаю, как это setting работает. this И все. value, right? Второй раз Like уже не we прикольно делать заново. decide,
what result of the dot product should Разве be буфер? our Я в этом не threshold. особо разбираюсь, Димон. And then we have the forward direction Про and the буферы. direction to our target. And Видимо, это означает, что all всегда we будет на need заднем to плане. check our angular threshold is this value right here. And the reason that the z component corresponds to this value is because what it's really doing, this value is the projected distance onto the z-axis, right? So the z-axis, this distance right here, is this value. And so once we convert it to local space, it actually just so happens that the z value of this coordinate is the dot product, because that is kind of how, like every component of a vector is the dot product against each basis vector. And so that's why our projected distance directly corresponds to the z coordinate in our... Давай еще раз, не понял нихуя. Listen, that the product Flat dir to target. Убрали Y. Направление по I didn't Z. get how checking the z counts as checking the angular threshold. Because our angular threshold is determined by setting this value, right? Like we decide what result of the dot product should be our threshold. And then we have the forward direction and the direction to our target. And so all we need to check our angular threshold is this value right here. А, типа, куда мы от центра смотрим по And the Z, да? reason that the z Вперед. component corresponds to this value is because what it's really doing, this value is the projected distance onto the z-axis, right? So the z-axis, this distance right here, is this value. And so... В 11 лет начинал в гейммейкере. Именно по играм. А сейчас только 3GS. Once we convert it to local space, it actually just so happens that the z value of this coordinate is the dot product, because that is kind of how, like every component of a vector На Unreal пробовал что-нибудь делать? is the dot product against each basis vector. Что скажешь в сравнении с Unity, например? And so that's why our Unity projected трогал, я понял. distance directly corresponds to the z coordinate in our in this context right here, because this is the value, this is the z coordinates, and that is also the projected value onto that vector. And that's why. So we have the x-axis here, and the z-axis here, and the y-axis is pointing toward us here. Yeah. Hope that made sense. Не знаю, что за игра у Т-99 и кто такой Свини. Какой-то, видимо, главный у них. Пол Свини. Я слышал где-то эту фамилию. Не знаю, кто это. Но вопрос именно про сравнение с Unity. Вот как оно именно в твоем опыте было. Не про чужие игры говоря. Alright. So we have the height position check. We have the angular wedge. 2 часа до сна. Okay. Finally, we need to check if the if we're outside of the cylinder. So now we're doing the height check. We're doing the wedge. So we can test the height. We can be inside or outside here. And we can be inside or outside the wedge, but it still counts as inside if we're over here, right? And that's incorrect. Like this should not count as inside. So the distance test is not working as is. So we need to do that. Unreal Tournament, понял. А я сказал не Team Свини, я сказал Пол Свини. Unreal Tour... Ну ты имеешь в виду Unreal Engine, в смысле?
Для тяжелого и крутого. Ясно? And again, here we need to be careful to use the flattened or the two-dimensional distance to make sure that it becomes a cylinder. If we don't do that, we're actually going to be testing a sphere, like a cut-off sphere, that would give us a little bit of extra distance. Again, none of these are like either correct or wrong. It just depends on how you want to design your turret. So maybe your turret is just supposed to work like that. So again, it kind of depends on like what type of trigger you want to make. But if we want to make this type of wedge, like a cylindrical cutoff, then we need to use a cylindrical check, which means that we're doing a we don't really use a 3D like spherical distance test. We're just testing the flattened 2D vector, and that turns it into a cylinder. So we're еще не было проверки просто про дистанцию. we're gonna make use of this flat direction again. But we kind of need the distance now. We don't actually know the length of this one. So we need to know how far away is the target. Все правильно, Пейзен. Привет, Кипи-Поки. У меня на стриме есть забавное правило. Если ты что-нибудь мне желаешь, или с чем-нибудь меня поздравляешь, ты получаешь награду-рулетку, в которой можно выиграть мут или випку. Если ты этого не знал, предполагаю, что не знал, раз пришел сюда впервые, это не работает. Но если повторишь свое сообщение, посмотришь, что случится. Будет забавно. So we need to calculate that. We're going to do that here. So this is kind of the flat distance. Let's just call it that. And that is going to be flat direction to target dot magnitude. And here we can actually do a tiny little bit of an optimization. So here we are normalizing the flattened vector here, right? But now we're actually calculating the distance twice. And we're calculating the distance here, and we are calculating it in here in order to normalize it. So we could actually do a tiny bit of optimization by normalizing it manually. We just divide it by its distance, or length in this case. And then we get the here. Чтобы вызнать normalized, нужно считать дистанцию, серьезно? Я что-то не думал, как это работает. Давайте проверим. Но не здесь. Тестовый. Типа, а что такое normalized? Это ты берешь вектор. Ну да. Выясняешь его длину и делишь эту длину на каждый из этих. Действительно. Типа вектор 2,2. Мы выясняем, что он длиной 2,8. Не, какая-то фигня получается. Ну да. 2 дели на 2,8. А что получится? Что-то я, возможно, просто не выкупил. Да, 0,77 оно и получается.
Normalize — это действие, которое... Понятно. And we are calculating it in here in order to normalize it. So we could actually do a tiny bit of optimization by normalizing it manually. We just divide it by its distance, or length in this case. And then we get the normalized vector. Wait, why is this sad? Oh, convert to compound assignments. Well, I mean, I guess. So this will actually normalize. Okay, so now we've done a tiny optimization. Isn't that cute? So now we have the distance, and now we can check for that too. So if flat distance is I guess we can just return directly here, but we should keep the same structure. So if flat distance is greater than the radius, then we return false. So this means we're outside the infinite cylinder. Okay. And if we pass all of these tests, we're inside. All right. And that should do it. I believe that is all we need to check this wedge. Let's make sure it works. Just to make sure I'm not lying to you. Okay, so now it's outside the whole thing, and it's inside. And there we go. And that seems to work. And we can change some properties in this one. We can change the threshold to be way more narrow. Wait. Really? Так. Спасибо, Спен, What the 325 fuck? за How did I manage отслеживание to меня, place что the ли? target Не знаю, за following, как это правильно назвать. Привет, Libra. exactly so that if I set this to 1, it counts as inside? I thought this would be like floating points, mathematically impossible to do. Anyway, sorry. So we're testing the wedge. It seems to work fine, right? Okay. Then we can change the radius. So now it's outside, inside. We can change the height. Outside, inside. Seems to work. All right, we did it. We made the radial trigger, or our cheese wedge trigger. Okay. Any questions about this? Something is wrong for me. Okay, let's go back to code. How'd you draw the wire disk? That is handles.draw wire disk. Your first line should not normalize. So this line right here, don't normalize this one. Because this is just the relative vector, it's not the direction in this case. I think that's what's wrong with your code. Everything else looks good.
All right. I don't know how time passes so quickly. It's actually insane. Apparently we're up on our next break already. I don't get it. All right. Any other questions Съемочек хватит. about our Полирнем грушу. trigger? А что не работает плагин для ускорения? Обновить нужно, видимо. All right. Any other questions about our trigger? Did you fix the inside when angle says F1? I'm not sure if it's always when it's F1 or it might actually be the case. Like, am I just placing the target exactly? Like, this should be extremely hard. Like, as you can see, I'm not hitting inside. Oh wait, there we go. Found it. I probably wouldn't spend time to fix this because I don't know what the use case is for a turret with a with a completely flat vision. Lots of typing. Could use it as a laser grid. You would probably make a different type of trigger then. Like using this for that would be strange. But if you want to do a laser grid, it would be sort of like checking the distance to a plane, and if that plane is less than something, right? So it'd be more like a planar trigger or just a box trigger. In an actual implementation of something like this, would you use a box shape collision? Oh, if you mean the completely flattened version, yes. Usually if you want to make like a planar trigger, you generally use boxes because boxes are fast. They're very cheap to use boxes for testing. Что такое планарный? Yeah, let's do another Планарный, 10-minute break. относящийся Resuming. Плоскости, кажется. На плоскости без пересечения линий. Угу. В одной плоскости. Понял. Компьютерное зрение. Resuming at 11:10. Okay, cool. Oh, by the way, am I going too fast? Am I going too slow? Am I not showing the code enough? Am I going on too many tangents? I'm not sure if we think about the pacing, if I'm completely off or if it's okay. It's also kind of hard because sometimes different students require different pacing. But I do want to try to keep it open so you can like ask questions at any time and just let me know if something feels off or unclear. Too perfectly paced. Oh, thanks. You're getting top grades. You did. That was a compliment. Good pacing. The concepts are just hard to grasp. Yeah. The thing is that like, we are basically speedrunning a shitload of math that you do for several years in school. And so it is kind of hard to grasp all of this. And like, it's easier for me to do this because I've been doing this for so long now. But if you have never heard of the dot product and you're just learning about it now, then I can imagine it's pretty fast paced, right? But I think there's a lot of value in having like actual use cases for these concepts where like, imagine like when I learned about the dot product in school, I don't even remember learning about it. That's how much I've forgotten. I just completely
drop that out of my mind because I didn't know what the point was, right? But I'm hoping that if there's a context, it's easier to remember because now it's like, oh, the dot product is actually a useful tool, right? And then I'm giving you this tool. I'm hoping it's useful. По классике, наверное, с первого урока до That's the- последнего все меньше и меньше просмотров. 400 тысяч просмотров. Дальше. 85. 117. А, именно на домашке, да, поменьше. Окей. Есть определенное уменьшение. The dot product has eluded me until now. Oh, neat. Has eluded me until now. Oh. The dot product has eluded me until now. Oh, neat. This math dude we had at my last job said it gives a magnitude. That is very misleading. Oh, someone in YouTube chat, can you reflect race with the dot product? Yes, that was the second assignment. That was one of the first assignments after learning about the dot product. I think I put a link to the assignments in the description. If not, I can share them with you. That's not the share button. I think I put this link in the description of the YouTube video. So there you go. That's a link to all the lectures and all of the assignments. So there you go. Second assignment was to make a bouncing laser. You worked at a place where you were making educational interactive stuff and they got the dot product wrong? Fascinating. I guess if it's not like math education, it might be fine. If it's like, I don't know, educational content for like biology or whatever, then maybe you don't have to know about the dot product. But if it's math, then it's a little bit suspicious. Iron Ocean так выглядит. So grade 10, I don't know how it is in Sweden. Yeah, I forget. This lecture is going on for another hour. We're currently on break. So we're gonna go, in 5 minutes, we're gonna do 50 minutes of going through the assignments. And then after lunch, we are going to look into trigonometry. So trigonometry is starting in 2 hours. Yeah, trigonometry class in 2 hours. That's the plan. I'm gonna cut the stream during lunch, so it's gonna be a separate link. So be sure to like, comment, and subscribe, and hit the bell and all of that if you want to catch the next Зачем же stream. Or мне just set an переводить? alarm in 2 hours from now. Я сам учусь, а не шоу устраиваю Okay. по переводу. What's your specialization during college? I never went to college, and so I don't know. I did go to Future Games though, so it's a like short vocational school Sigma that's это like 2 персонаж years из- long. Specifically for, I went there for game design. I don't do a whole lot of game design these days. Я But, говорю, чё? К чему это? but yeah. Я Otherwise, похож на I'm того educated челика с just логической to high силой? school. So you're a Или это новое self-taught ругательство? developer? I feel like the word self-taught is a little bit misleading because the thing is you learn a lot when you're at a workplace. And I feel like I've learned most of my stuff from, well, both from hobby projects, but also just from being at a workplace and doing work. Like you learn so much when you're at in an actual project where you actually have to ship a product and go from A to B, right? So to some extent, yes, I guess I'm self-taught, but I learned a lot just through work and not just like, yeah, it's not like I've been doing all of this on my own. Are you from the UK? No, I'm not from the UK. I would have expected. Математики. Where I would do YouTube. Where are you? Most of each other. I did my I in the middle front. I did Reddit. Перерыв кончился. Работаем. Okay. Wait. No, that's Работаем. reactive with your cat. Good. Okay. Cool. Let's resume. What even was the last assignment? Okay, turret alignment that we've done. Then we had the turret trigger. That's what we were doing now. We did the drawing too, and we set the view cone. All of that stuff we did.
All right. So last thing before we go for lunch is the turret look and fire. So now we basically want to implement this. We want to put this on the turret itself so that the turret can detect something that is inside, and then we want to rotate the our turret so that it's pointing toward the target. All right, that's what we're gonna do. So now we've just created this wedge trigger, but the trigger itself is kind of just entirely separate from our turret. So we're gonna just nuke that trigger. Or we can just move it, I suppose. So let's bring back a little turret, and then we need some lights, geometry. Еще Move this around a полтора bit. часа. И я снова посплю. Create some neat terrain. This is what terrain looks like. Maybe we need a flat surface just for fun. Cube. Why not? Beautiful rolling hills. See me rolling. Okay, so now we need to put the wedge trigger on our turret. So now we have this turret placement code. We still have that. It's kind of working the way we would expect. There we go. Let's also remove some of these debug lines just to make it a little bit more readable. So that was in the turret placer. Don't want to draw these anymore. Just delete some code. Okay, I'm gonna turn off the grid. Neat. We delete this line too. Let's just make it a little bit more transparent. Here we go. In case you don't know, the fourth component in color Подумал, было бы забавно, если бы у меня какая-нибудь автоматическая награда срабатывала на зрителей, которые пишут КМК или что-то. КМК это что? Не помню. Что-то похоже, да? Имхо или типа того. Люди, которые говорят, типа, вот, по моему скромному мнению, протест скромности, который награждал бы людей чем-нибудь. КМК. Как мне кажется, да, типа того. Like an alpha blended shader, which by default Unity does. So this will set the opacity, usually called the alpha channel. There we go. Now the line is a little bit more faint. Okay, cool. We have a turret, and now we need to add the trigger. So we're gonna move the wedge trigger into the turret. So I'm just gonna move it and set the local position to 0. The local rotation to 0. So now we have our little wedge trigger. So now I want to adapt this for this turret. Probably want this turret to have a bit of a longer range. So we're going to increase the radius. And I'm also going to increase the height, because now we can basically only point forward and downwards. But I feel like it should be able to have a bit of a upwards tilt as well. Yeah, something like that maybe. Maybe that's good. Now we can also test this, move the target around to make sure that it works, and it does. We are passing through all of the thresholds that we've been using to check, and it will detect. Okay. Now the goal is for the turret to point at the target. If you set the wedge on the turret, won't it still be offset due to the default where you draw the line? What do you mean by offset? Yellow is the turret. I'm not sure why there would be an offset. It looks fine in my case. I've set the wedge trigger as a child object. Oh, okay. Okay, you got it. Okay, cool. Great. So we have our wedge trigger, and we can detect if it's inside or outside. And now the goal is to make the turret point at this target if it's inside, right? And I have set up the prefab that I have here. I've set it up so that the gun itself is a kind of a separate thing. And so what we're going to do is that we're going to rotate the gun of the turret to point at the location. So we're going to set the rotation of this object specifically. Probably not going to rotate around this axis line.
Yeah, so that's going to be our goal. We want this one to point at the target. All right, so we're probably going to want a script on our turret, because we actually don't have that right now. Right now we just have a script on the camera that's placing the turrets and the wedge trigger itself. So we're going to make a script called just turrets, I suppose. Okay. So we're going to need a reference to our trigger, because we want to be able to call functions in that. We want to be able to call trigger.contains. That's the function we're going to need. We're going to put the wedge trigger here. Trigger. And then we're going to need the target, right? Because we're just going to hard code the target. We're just going to be lazy and do this in onDraw gizmos. Generally, this is like, you would put this in update or something, but we're just doing it in onDraw gizmos because it's easy. We don't have to press play. Makes life easier. All right. We should probably track those references. And right, we also need the transform that represents the gun itself, right? So we need this transform here. It's a little bit annoying when you have like really long words in your variable names, at least. And the reason for transforms. And the reason for this is that you might have a script at some point that's attached to the gun that's just called gun. And then I would rather just call that gun. But if it's specifically the transform, I usually just add TF just to clarify that. Okay. So now I think we have all we need. Just need to drag those references in Unity to assign them all. Okay, so we have the wedge trigger, and then we have our target, and then we have the gun transform. Now we've assigned all of those to our turrets, and now we're ready to do something with this. Okay. Now all we need to do is to check if it's inside, and if it is, we set the rotation of the gun. So let's do that. So if trigger.contains target.position, then we want to do something, right? We want to set the rotation of the gun. So we're going to do gun transform dot rotation. We've used this one before. I haven't really explained how quaternions work. We also don't really have to know. So we've been using quaternion dot look rotation. And so basically look rotation allows you to pass in a forward direction and an upwards direction, and it's going to just construct a rotation for you. And so we wanted to point directly at the target, right? So we need that vector. So direction to target, that's going to be our forward. That is going to be the vector from the gun to our target. So that's going to be target.position minus gun.position. And this is now in world space. Direction to target is world space, and dot rotation is also the world space rotation. If you do dot local rotation, you would set the local space rotation. So in this case, we're explicitly setting the world space rotation. Right, so the look rotation, we want that to point in the direction of the target. And this is not really a direction in this case. I guess it's the vector to target. Because again, this is not normalized, but look rotation doesn't require you to normalize them. It kind of automatically handles that. And so I think if you normalize this, look rotation is probably going to do another unnecessary normalization. Just a thing to keep in mind. Right, and then we need an up direction. And the up direction should just be the same as the turret base. Or no, wait, it should not be, sorry. Oh, we can start with this. We can start with that. It's a good starting point. And so this is going to be, we're just going to do transform.up. We can do the pitch later. Also, thank you for the donation person in YouTube chat. The YouTube chat that I'm not reading while I'm doing these lectures. Okay, if it's not inside, then we kind of have to decide, like, what do we want to do when it's not inside? And here we can, like, we have a few options. This is going to come down to, like, your game design. Like, do we want it to reset to point forwards, or do we want it to reset to like, or maybe it should just stay still, right? Like it targets something, and then when it's out of range, it just stays there.
So that's kind of a design question. Right now, if we do nothing, it's just going to stay because we're not setting it when the target is outside. That's kind of up to you. I think this one, we probably just want it to... oh yeah, it actually works to set it this way. Yeah, so now we're setting the target. I was a little bit worried the pitch wouldn't work, but it actually does work. And that's because the look rotation actually does a few cross products to do a lot of this for us. So it's working in this case. Seems to be fine. Got our turret. It's pointing at the target. As soon as we go outside, it stops pointing at it. We can move a little bit over here, move into the view, and boop, and there we go. Okay. So what's happening here is that quaternion.look rotation allows you to pass in vectors that are not orthogonal to each other. And so this one will actually just use this as an alignment hint, but it's going to prioritize this one. How to get rotation on a certain axis? We haven't talked a whole lot about rotations, but you can do quaternion.Euler. Here you have your regular Euler angles in degrees. So if you want to construct a rotation from Euler angles, you can do that like this. But we're going to get into rotations after lunch. Это из-за ссаных штанов? Трусов? Тебя хотели убивать? Ты что-то про кровь говорил, про какую-то кровавую ситуацию, за которой ты обоссался? Я так и не понял, в чем прикол. It sounds like you have your pivot points set to center rather than pivot, I'm guessing. Like in this case, the gun is a parent object, and all of the models are just child objects. So the gun я уже itself трижды is its own поспал. transform. Подожди. Да, трижды поспал по часу. And we do through vectors and quaternions, though. 3 чуть не срыгнул в Yeah, школе. you А что could, тебе but, мешало спать? Ты I'm что, not sure тоже how you would полифазный сон define that тренируешь? rotation if not through angle. So it depends on like what do you mean by get rotation? It's a parent object, and all of the models are just child objects. So the gun itself is its own transform. Yeah. And we do it through vectors and quaternions, though. Yeah, you could, but I'm not sure how you would define that rotation if not through angle. So it depends on like what do you mean by get rotation in that case? Set. My implementation, I had a separate yaw rotator and a separate pitch rotator. You can do that too, yeah. But then we haven't talked about compositing rotations, so that's why I'm not doing that now. Out of curiosity, how would you go about removing the rest of the circle and only keep the wedge visible? You know, then we're going to need to get into angles, and that's what we're going to do after lunch. I can give you the answer now if you want to, but that's spoilers. Do you really want spoilers? Okay, so that seems to work. We did it. What a turret. Maybe move it around a bit. You can see that the turret is still pointing at the target. Even if we're placing it on uneven terrain, which we should also test, that's important. That seems to be fine. Even if it's rotated, our turret is happily pointing at the target. Okay. Нагнетай стрим. Not sure what I did wrong, but the arc is on the wrong rotation compared to the turret. Может, стоя постоять, что-то сидя как-то некомфортно. Local space and world space. So I'm guessing something about your drawing. Let's see, where's our trigger? So first off, if you're doing it in world space or local space, make sure that if you're doing local space calculation, make sure that you set the drawing matrix to a local space. It's possible that maybe you only have gizmo stop matrix, but not handle stop matrix. So maybe that's why the arcs are wrong, but maybe the rest is correct. I would guess yes. I would get sex. Child rotation? Nice. Okay. I hate it when children rotate. It's like, oh jeez, rotated children. Alright. Any questions about this? Кстати. Destroy child? Yeah, that's a classic. In many projects, I've had to write a function that's just called destroy all children. And it's like, damn, really went there. Охуенный мультик. Хочется посмотреть, что там дальше было. What a turret. Okay, no questions?
Everything's Надо good. посмотреть, есть ли вообще серия. Если есть, то потом пораньше просто стрим рубануть перед сном и успеть посмотреть серию. Тут уже три сезона обещают, нихуя. Че, сегодня включится что-нибудь вообще? Долбаный YouTube поломал мне жизнь. Не работает. Она еще и зависла. Охуевший. Ну загрузись ты, ёбаный рот. Ёбный рот. Чё с интернетом? Стрим стримится. А интернет не интернетится. Тут уже и 5-ю серию обещают. Не смотришь? А я рекомендую глянуть первый сезон хотя бы. Ой, первый сезон. Посмотри первую серию первого сезона, и она прям ставится на места. Сразу покажет весь прикол сериала. А вот слово пацана, я слышал, что что-то кто-то люди о нем говорят. Сегодня смотрел видос про какого-то чела знаменитого в ТикТоке. Дегтярев, Захаров, не помню. Короче, какое-то обычное имя, фамилия. Вот, и что-то он вроде как в слове пацана какое-то участие имел. Но я не знаю ни чела, ни сериала. В чем прикол слова пацана? Что-нибудь про гопников, наверное. Что-то жестко тупит. В том, что это реально было? Ну, как про это проверить, что это реально было? Просто потому, что так заявили? Ну, я видел много фильмов с жестокостью. Это жестокость реальная, да. Тебя привлекает реалистичная жестокость? Это как, типа, смотреть какой-нибудь бой по UFC. Чё, нет, мы сегодня не грузимся вообще? Сука. Видимо, это из-за этого расширения нихуя не грузится. 4-я серия. Это на какую тему серия? It's been a while. 24 ноября вышла. А, нет, еще не было серии новой. Ладно, мы убедились. Холодно, жестоко. Ну, понял. Может, посмотрю как-нибудь. Давай ты посмотришь первую серию Неуязвимого. Расскажешь, как она тебе. А я посмотрю слово пацана первую серию и расскажу тебе. Окей? Забились. So one thing that I did here is to keep in mind Надо смотреть полностью. setting the rotation of the turret. This is a separate object. Что за бездна Андреева, я не знаю. Это имя, отчество твоей твоей учительницы. So the Не читал бездну, я не фанат книжек. Я читаю документацию. Ну как, книжку читал недавно, поэтому. Тоже по программированию, короче. Техническую литературу читал. Разве что. The kind of the gun, the barrel of the turret. Just realized rotator is a palindrome? Damn, I did not know that. That's really neat. Damn, I did not just realize rotator is a palindrome? Damn.
Just realized rotator is a palindrome. Rotator. Damn, I did not know that. That's really neat. Так, книга «Трудный разделял времени». Okay, I think we're good 30. on... Я читал, я пробовал механику чтения книг художественных. Понял, в чем прикол, что типа в голове фантазируется всякое говно, когда читаешь. Но для меня это кажется... слишком много ресурсов тратится на то, чтобы это все занимать себе голову. Там сидишь, что-то читаешь, буковки высчитываешь, воспринимаешь. Мне гораздо приятнее смотреть видео, ну, чтобы воспринимать какие-то штуки, нежели себя напрягать. Аудиокниги слушаешь? Ну или так, да. Такое я просто не пробовал. Should we do the last two as well? Like adding the laser and Я понял, почему ты... bonus Почему assignment тебе to add понравилось. Там smoothing про to the льва target? что-то толстого говорят. Do you want to see those two? Or what do you... Толстые львы твоя We тема. have 25 minutes until lunch. Just the bonus part. You're setting them up for contest tilt. Yeah. So that's probably used there. Just attack. Okay, so I guess maybe. What do you think? Smoothing. Let's keep it smooth. So time is when you press have to move. Сегодня ты смотришь неуязвимого Um. и начинаешь фанатеть от этого сериала. Понятно, блядь. So if you don't do anything, there's a here one is on dot. Okay. Дальше будем Changing фильмами this to обмениваться. update. У меня есть что тебе предложить. Okay. Smoothing for this one is actually going to go through a few things that Мальчиков с we ушками. Это девочка. we haven't Ты что, не really видишь? done these things, and that's because it's a bonus assignment. Because we're going to have to use concepts that I haven't talked about in the lectures. But so basically, what we want to do is we want to add some sort of smoothing. So that it doesn't just immediately snap to the target, визуально. and so that Ну when и- it finds the target, we want И с точки зрения восприятия личности, эта девочка. Она мальчик биологически. И я не знаю, что ты хочешь подчеркнуть тем, что ты знаешь, что она биологический мальчик. Я думаю, что это что-то токсичное, а если так, то это очень рядом с баном. it to smoothly like rotate to face Я that доебусь. target, right? And doing that type of Хороший smooth фильтр motion, you can do токсиков. that in many different ways. By far, the most popular way to do this type of smoothing Давай. is И попробуйте еще раз basically- оскорбить мою фреечку. Я вас всех побью. misusing lerp in order to get a smooth motion. So we're going to talk about lerp eventually in this class. Probably won't have time for it today in general, but let's briefly mention it. So when we want to interpolate between Люблю я свою аудиторию, люблю, без сарказма. Даже Людвига люблю, блядь. Он меня сделал почти. Я думаю, довольно иронично, что я смотрю видос на английском, и на меня подписалась кириллица. Привет, кириллица. Здесь тебе не рады. Здесь мы смотрим на английском видос. some values. Let's say we have a value of A here, and then we have another value Под какое-то, of B. под какое? Then we can quite often blend between these. Что- two, что right? тебя So maybe we зацепило? want to find a Расскажи. value that's halfway На какой момент between ты these, успел like прийти? at 0.5. So what lerp allows us to do is to blend between two different things linearly, and that's what the L stands for. It stands for linear interpolation. And so lerp takes three values. It has A, it has B, which is the start value and the end value, and then a percentage. So 0.5 would give you the value that's halfway between. If you give it the value of 0, it's going to just Не return поделишься A. впечатлениями, If you give it a кириллица? value of 1, Под что ты it's решил just going to подписаться? return B. And any values in between решил are going to be a вписаться? blend. So На во что? 0.75 is going to be whatever blend you have here. And A and B can be numbers, the three numbers. Я знаю, что And then такое. да. that's what abuse this function. Okay, so that's what lerp is. Lerp smoothing is kind of a way to заинтересовала. abuse Понял. this function. Тебе нравится математика, It's kind of a кириллица? hack. So if Она you want про to неё lerp from рассказывает. A to B, let's say that that's our thing, and we say that we want to go, I guess 0.5 is easy. So 0.5. We want to go halfway between A and B. Мне тоже девочка So нравится. if we call this function, Приятная. but instead of just calling it, we're Она gonna разбирается assign that в том, to как A. вежливо вести So what's going to беседы happen when с we call людьми. this function is that A is going to basically move to the middle. So A is now going to be here. Now this is A.
the next time around we run this function, the interval has changed. So now it's this range we're working with. So if we call it again, A is going to be halfway between A and B here. And then we call it again, and then it's going to be halfway between A and B here. And then we call it again, it's going to be halfway, call it again, it's going to be halfway. And as you can see, it kind of slows down here, right? It's just going to do halfway, 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 halfway. So you can see that it's fast in the beginning. After just one frame, we go halfway all the way between these. But then we make a shorter skip, and then an even shorter skip, and then an even shorter skip, and then it just shortens until infinity like that. Yeah, basically Zeno's paradox. And so this type of thing is a hack called lerp smoothing. Incidentally, this is the concept that Jonathan Blow blocked me on Twitter for. So that's some Что? Я important заблочили trivia за to remember. Lerp Smoothing? This is lerp concept that Jonathan Blow blocked me on Twitter for. Джонатан Блоу за... Кто такой Джонатан Блоу, я не знаю, но почему он ее заблочил за Lerp Smoothing, интересно узнать. Джонатан Блоу. Blocked Freya. Программист. Брейд и Витнес. И за что он это сделал? Я не понял. Интересно узнать, что за ситуация была. То, что она рассказывает про лерп. Ну, здесь... Что-то нихуя не работает сегодня в Гугле, да? Никакой полезной инфы. Кулева. Почему так много геймдев-ютуберов суперумных? Так, ладно, может расскажет сама? So that's some important trivia to remember. So this is lerp smoothing. Incidentally, Случайно. Incidentally, this is the concept that Jonathan Blow blocked me on Twitter for. So that's some Концепт, за который important случайно... trivia to remember. This is lerp smoothing. So lerp smoothing is very easy to implement because smoothing can be kind of complicated in general. Что, на футболке? Это у тебя написано на трусах. У меня на футболке никто не писал. And so this is just a very straightforward way of doing it, and it just kind of works. But there are a few problems. We're going to talk a little bit about frame rate independence later. But keep in mind what this function is. Ты вот это видел, Шторм? Где? А куда я показывал? Не помню. Слушай, я не помню. Может, ты не видел, там, не заходил. У меня знаешь, где написано? На коврике туалетном. Вот, смотри. Видал такое? Написано. Перегон стрим. У меня теперь эта аватарка. Уже видал, да ебаный. Чем тебя удивить еще? А еще у меня полифазный сон, знаешь? An update loop is Как тебе run такое? every frame, right? It's not run every second. And so what's happening is that if you do this every frame, this equation is basically saying go halfway to B every frame. And so imagine what happens if you have a different frame rate. If you're running the game at like 30 FPS, then it's going to move much slower than if you're running this at like 300 FPS, right?
Отожремся? So this function is not frame rate independent. It's generally kind of complicated to do this. Заказывай за You баллы. can sort of approximate it. You can approximate it by scaling Это же this value by time dot delta time. That is an incorrect way to do it, but it actually works kind of well in a lot of cases. But you might have to change this value to something else. А почему, говорит, So неправильно this делать? is mathematically incorrect. Там It есть works небольшая if you это. find a good value for it. So in most cases, you get sort of an okay smoothing here. And quite often the type of smoothing, quite often you use lerp smoothing for things that are not gameplay related. So it could be something like you're smoothing a UI element. Типа умная, а то я в математике вообще не бум-бум. Что же ты хочешь услышать в ответ, Сет-Стил? Она понимает математику лучше, чем ты. Если говорить о понятии умный в контексте понимания математики, получается, что она умная, раз она разбирается в вопросе. У меня как с математикой, раз я ее смотрю, наверное, не очень получается. Сориентироваться могу, но четких пониманий в голове некоторых не было, которые я за ее лекции You're усвоил. moving some sort of Много нового object in узнал the и UI, узнаю maybe дальше. it's something following a cursor, like whatever. Then it doesn't really matter if it's slightly faster Это or именно slower, курс depending on frame курс rate, математики для but if it's разработчиков very игр. crucial to gameplay, Отжаться она сможет? Думаю, сможет. then you might want to do a proper way and not do this hack. Okay, all right. Лена, у so тебя работа this is через час. А, Подушкой. Я не буду... Я Будешь. не работаю подушку. Я же сказала, я только на официальную Я тебя работу. через час устрою. На официальную работу. Уже заплатил аванс. Там 6 тысяч, а не Так 5. мне придется эти платить. Дивиденды. Алименты. Да, Континенты. алименты. Ну и все. this is lerp smoothing. So we get the smoothing В motion твои by трусы doing даже лев this сможет effectively. написать. Um, Сквозь одежду другую. Okay, so the challenge now is that we need A and B, and A is going to be the current rotation of the turrets, and B is going to be the rotation that we want when it's facing the target. Ну ты же не хочешь отвечать, Шторм, по поводу кого там, по поводу Полины. Но, видимо, уже да. Right? So this is going to be the target rotation. Yeah, and so that's Почему what для тебя это важно, Сет-Стил? Зачем тебе это понимать? Биологически это парень. С точки зрения личности это девушка. Что ты еще хочешь узнать? we're going to do. We're going to update the current rotation to kind of partially blend toward the target rotation. And when you're using a lerp function, sometimes you use specific lerp functions for different types. So if У we're тебя что, есть interpolating, негатив? А если есть, if we're то не смей его interpolating выплескивать в моем something чате. that Это is either запрещено. a normalized vector or if we're Негатив по interpolating отношению к личностям rotations, здесь не usually that принимается. has a different name. Usually that's called slurp, Трансфобия which тоже. is a very funny name. So И её that is basically проявления just любые. short for spherical lerp. So the function we're going to want to use is slurp, and then we need to kind of decide. We can either slurp the Что ли? Чё я тут встала? direction to the from the current one to the target, or we can тебя работа slurp через the час, надо rotations собираться. directly. Either will work fine. И колготки одень. So that's what we need to do. Да. Let's implement that. So we've already moved this to update, so that's good. На день? Нет, мне всего на час нужно. Нахуя мне на целый день, чтобы я колготки одевал? So we're gonna get our target rotation. Трусы Лена не уважает. What's the difference Сет-Стил, если ты хочешь посоревноваться в русском языке, скорее всего, ты выбрал оппонента не по силам. Предполагаю, что я лучше тебя разбираюсь в русском. between lerp and slurp? Slurp is just a name we use when we're doing spherical interpolation. There's a minor difference for like vectors. So if we have two direction vectors, let's say this one А на тебя лев насал. and this one, lerp will blend linearly and slurp will blend spherically. So this is slurp and this is lerp. So slurp will basically blend like this. You get these vectors when you blend Знаешь, Сет-Стил, что непрошенные советы и поправки людей — это токсично. Я ведь не просил меня исправлять. between them, and lerp will blend like this. So for vectors, slurp and lerp work differently. And then
Slurps both direction and magnitude separately. А я вот Basically, yeah. шутки не почувствовал. Slurp is also the Почувствовал word used того, when кто пытается свои стандарты навязывать другим людям. Что нужно говорить вот так, а не вот так. interpolating rotations. So if you're using this for quaternions, you would call it slurp. Ну, возможно, просто потому, что мы с тобой не так часто общаемся. Alright, so target rotation. Again, rotations are usually stored in a data type called a quaternion. We're going to talk about that more later. Ну, а ты разве не присваиваешь некоторые общественные штуки? Ты делишься же ими не потому, что они общественные, а потому что они именно стали твоими, потому что ты их присвоил. Если, ну, вот есть какие-то общественные штуки, я их не навязываю не потому, что, типа, я с ними не согласен, а потому что... Короче, блядь, Шторм, доебался. Поправляешь всех. Это тебя не оправдывает, это делает только хуже ситуацию, Set Still. Это токсичное поведение. Я триггериться не начинаю, но считаю, что ты... Тем более, если для тебя это весело, что другие люди триггерятся. Это говорит о тебе как о токсичном человеке, который получает удовольствие от чужих неудобств. Это не запрещено на моем стриме. Пока не доходит до оскорблений. Then we need a factor. We need some sort of smoothing factor. Again, 0.5. Я наоборот по приколу исправляю в обратную сторону, получается смешнее. It's gonna go halfway between the current rotation and the target rotation every frame. So we might want to be able to tweak this. So I'm just gonna make that a public flips. Smoothing. Благодарю, если поправят часть обучения, говорить делать что-то правильно. А что значит правильно, баллон ёгти? Где ты понимаешь, что правильно, а что неправильно? Если тебе другой человек навязывает свое правильно и учит тебя так, как он считает правильно, значит ли это, что он делает тебе хорошо, или он делает хорошо себе, пытаясь тебя втянуть в свое понимание правильного? Есть правила языка, и никто не подписывал соглашение о том, чтобы их соблюдать. Я вот не заинтересован в том, чтобы соблюдать правила языка дословно. Ты, например, тире пропустил эту часть обучения. Там наверняка должно быть какое-нибудь или тире, или запятая. Но это не значит, что ты, типа... Никто не заявляет, что стремится... Если человек заявляет, что стремится, да, там, типа, по букве словаря все делать, как написано, и он говорит, пацаны, я хочу вот этого достичь, и они ему помогают, 0 вопросов. Не должно быть... Я не знаю, но мне кажется, там что-нибудь должно быть. Я о том, что баллон ёгте... Никто не это... По крайней мере, я со своей стороны точно не заявлял, что заинтересован в том, чтобы говорить по правилам русского языка, так же, как и... И если ты поблагодаришь, значит, для тебя это ценно, тебе нравится, тебе хочется именно вот к этому идеалу языка, там, словесным подвинуться. Я в этом ничего плохого не вижу, но не считаю, что это должно быть каким-то стандартом среди людей, что все должны к этому стремиться. Одену себя... Тире реально не должно быть. Я себя надену. А я начну. Ну, опять же, если у тебя цель бесить всех, ты просто получаешь минус репутацию вокруг, и в итоге теряешь предположительную возможность, что тебе кто-нибудь поможет, когда тебе понадобится помощь. Некому будет обратиться за помощью, если все вокруг от тебя отворачиваются, потому что тебе нравится, когда им неприятно. Это невыгодно с точки зрения именно дальнейшего будущего. Позвоню, ударение на «н» должно быть. На русский нихуя не знает, еще меня исправляет. Почему ощущаешь негатив, Шторм? Расскажи. Разговариваешь, будто поучаешь. Но при этом я не делаю этого так, чтобы действительно поучать. Я делюсь своим мнением. Это то, как, ну, типа, то, как в моем понимании работает нейтральный диалог. Может, на «п»? Нет, на «п» на Твиче нельзя ничего ударять. Глупый учит, а умный учится. Еще и деньги платят, что? That's our smoothing factor, and this should work, unless I missed something. Let's Если ты думаешь, что я глупый, зачем ты со мной имеешь дело, если ты дохуя умный? Чтобы я в ту игру, наверное, поиграл, которую ты хотел. Больше нет. Slurp also never reached target rotation. Yeah, it works exactly the same way. Technically,
usually they do Привет, reach the Виталий. target location eventually, depending on the smoothing factor. Ты до сих пор мою игру не because of прошел. floating Каких points, борцов там ждешь? like imprecision. But mathematically, they never reach the target. No. А чем мы смотрим тут, And кстати, в это smoothing время? factor. На апдейте она что-то объясняет, я проскипал аж. Сижу с вами, пизжу. To the from the current one to the target, or we can slurp the rotations directly. Я хотел про Different слёрп name, что-нибудь usually узнать. that's- Вот. So the function we're А gonna я тебе сотку должен? Что-то я не помню, Шторм, чтобы мы договорились о чем-то. want to use is slurp, and then we need to Тогда это действовала акция тогда. Я ее не держу в памяти decide. постоянно. We can either slurp the direction to the from the current one to the target, or we can slurp Да, я не помню деталей, видимо, это было, the я бы скинул, rotations но ты directly. не прошел. Either will work fine. So that's what we need to do. Ну, заказывай, let's Сердюк, очередь только implement that. большая. Um, Сколько 1С разорам платят мидлам? Какая вилка у них? Я не знаю. Я получаю, точнее не получаю, а прошу 10 тысяч за час. То есть примерно 2000 рублей за час so работы. we've already moved this to Меня вполне update, so that's устраивает. good. So Я не слежу за, we're gonna get our ну, типа target за рынком, мне rotation. похуй. What's the difference between lerp and slurp? Slurp is just a name we use when we're doing spherical interpolation. Че, я опять проскипал, да? So the И function we're общаться going to просто want to use интереснее, is чем сидеть slurp, тут. and then we need to kind of decide we can either А там и речь, Сердюк. Занято. we can either Кулдаун 4 дня. Желающих заказать игру, оказывается, много. Не на кладе работаю? Нет, я не работаю вообще. slurp the direction to the from the current one to the target, Изредка бывают заказики по 1С. or we can slurp the Обращаются те, кто меня знает. rotations directly. Either will work fine. Или через сарафанное радио недавно обратились. So Когда деньги не требуются, зачем работать? that's what we need to do. And let's implement that. So we've already moved this to update. Так, блять, расскажи про слёрп нормально еще раз. Spherical lure, ну. So the function we're going to want to use is slurp, and then we need to kind of decide we can either slurp the direction to the from the current one to the target, or we can slurp the rotations directly. Either will work fine. В чем разница? That's what we need to do. And let's implement that. Что So такое we've already слёрп? moved this to update, so that's good. Кто знает, чем лёрп от слёрпа отличается? В чем прикол? So we're gonna get our target rotation. What's the difference between lerp and slurp? Slurp is just a name we use when we're doing spherical interpolation. Чё There's a такое? minor difference for like vectors. Вот она объясняет. So if we have two direction vectors, let's say this one and this one, lerp will blend linearly. Все, я понял, да. and Вот slurp will лёрп, blend а вот spherically. слёрп. So this is slurp, and this is slurp. The slurp will basically blend like this. You get these vectors when you blend between them, and lerp will blend like this. So for vectors, slurp and lerp work differently. And then, so lerp's both direction and magnitude separately. Basically, yeah. Slurp is also the word used when interpolating rotations. So if you're using this for quaternions, you would call it slurp. Sorry for zooming so much. All right, so target rotation. Again, rotations are usually stored in a data type called the quaternion. We're going to talk about that more later. So this is our target rotation. And so what we want to do is then Это что-то это я в колл-центре не работал, не знаю. blend between the current rotation and the target rotation. So we're going to use quaternion dot slurp. And we want Я думаю, это вектор, который можно одеть, но нельзя надеть. slurp between the current rotation Поэтому and называется the target коллинеарный. rotation. Then we need a factor. We need some sort of smoothing factor. Again, 0.5 means that it's going to go... Напомнили про игру мою. На спеке подумал замучить тебя спектрумом. Я не понял, Сполсингер. В чем прикол? Это чтоб другие не меняли название, типа? Забавно, если это сработает на ком-то.
А чё за тема, Сердюк? У тебя еще какая-то игра есть по спектруму, которую ты хочешь показать? In geometry, collinearity of all points. Ну да, я так и сказал. Halfway between the current rotation and the target rotation. Буквально ты every цитату из frame. моего стрима сейчас вырезал, только на So we might английском. want to be able to tweak this. Я I'm русскими just gonna буквами make that a говорил. public floats. Smoothing factor. Let's just set it to 1 by default. So we're gonna add the smoothing factor here. Старая головоломка? Это что за старая головоломка? О чем речь? Это что-то, чего я не видел? Я знаю, что ты делал про яйцо игру, и все. And we're going to multiply that by time.delta time. Because then we get an approximation of a frame rate independent smoothing Что еще за factor. It's головоломка? only an approximation. It's not actually accurate, and that's why Jonathan Blow blocked me on Twitter, because I said it's fine, and he said, and time to add the За что заблочили сейчас? halfway between the current rotation and the target rotation every frame. So we might want to be able to tweak this. So I'm just going to make that a public flips. Smoothing factor. Let's just set it to 1 by default. So we're going to add the smoothing factor here. And we're going to multiply that by time.delta time. Because then we get an approximation of a frame rate independent smoothing. Янга? Ты видел? А как в это вообще играть, в эту Янгу? Я что-то видел, помню примерно, да. Но не уверен, готов ли в это поиграть вообще. Скинь еще раз ссылочку, давай посмотрим, готов ли я в это поиграть. Просто она выглядит действительно чем-то старым. And that's why Jonathan Blow blocked me on Twitter, because I said it's fine, and he said it's not fine. And Jonathan Blow blocked me, and it's not actually accurate, and that's why Jonathan Blow blocked me on Twitter, because I said it's fine, and he said it's not fine. And he got very angry. Anyway, so that's our smoothing factor, and this should work, unless I missed something. Let's see if it works. A slurp. Аппроксимация неаккуратная была. Спасибо. Нет, я бы в это сыграл. И здесь есть какие-то сюжетики. Я бы это погонял, да. Потыкался бы. Нихуя, у них там ревью на немецком. Как они вообще тебя нашли? Речь, видимо, о том, что не этот. Yeah, it works exactly the same way. Technically, usually they do reach the target location eventually, depending on the smoothing factor, because of floating points, like imprecision. But mathematically, they never reach the target. No. So there we go. We have a very soft turret. This might be a little bit too slow. I don't know about you, but this seems a little bit too goopy. So maybe we should change the smoothing factor a little bit. That's still a little slow. Maybe we want to set it to 10. That's looking a little bit better. There we go. Now we have a smooth looking turret, even if it's instantaneously changing. And there we go. But this we used to code the rotation of tank turrets, for example. Yeah, that's basically what we've done here, right? Перевыпускали твою игру? Ты имеешь... Подожди, а ты сделал свою, как бы, уникальную игру, ее перевыпускали на другой комп? Нихуя себе. This might as well be a tank. Just put some tank treads on it, and now it's a tank. Alright, don't have a whole lot of time left. Now, we could polish this. There are a few bugs or things that look bad. If we set it to... If we move it outside, it kind of loses momentum, right? And that looks pretty weird. So we'd probably want to adjust for that if we want to polish this. Right, good. Here's a If 0.5 is halfway to the target rotation, shouldn't 1 be 100% of the target rotation? Instant snapping. Yes. If you set the smoothing factor... if you don't have time delta time, a smoothing factor is of 1, it's going to instantaneously be set to target rotation. Similarly, if this is 0...
Но игра полностью твоя. В смысле, ты не ремейк сделал какой-то существующей игры. It's never even gonna move Ванаты, эти ванаты спека rotation. переписывают игру. Yep. Alright. This time it worked pretty well. Yeah, it just depends on, again, it depends on your frame rate and like what's... Придумал на Яндекс.Курс по ретро-играм. Расскажи историю, как ты именно эту игру придумал. Как она родилась у тебя вообще. style you want to go for? Она что-нибудь выиграла в итоге в этом конкурсе? Okay. Any questions? We have 5 minutes before we go for lunch. Why do we multiply by time.delta time on the smoothing factor? We're going to talk about frame rate independence later, but effectively, time.delta time converts from doing something per second to doing something per frame. So if you do transform.translate, as in you want to move it in some direction. Let's say you want to move it upwards, like this. What this means is move 1 meter upwards per frame. Because we're Историю расскажешь, почему Янга вообще существует? Как именно вот ее родил? And we probably don't want to do things per frame. If this game is running at 30 FPS, this is going to move at 30 meters per second. If the game is running at 300 FPS, it's going to move at 300 meters per second, right? And so to counteract that, we use something called time.delta time. So if we multiply our value by time.delta time. Это то, с чего вы ебать копать сделали свое? 1 meter upwards per frame to 1 meter upwards per second. And what this contains, ну, я что-то подобное играл. Time.delta time is just К чему вообще time это? since the previous frame. That's what this contains. Начал заканчивать бухать. Это пока не объясняет. Привет, Twitch. So this is the use case for it. So maybe we should not use 1 because it's gonna get simplified away. But yeah, so this is basically how you use time.delta time. And there's more to this that makes it Инструкцию им выдал, как правильно бегать. More complicated. На табличке. For example, using the smoothing factor and multiplying it by Что, спортсмены, да? Вы мою бицу увидали? Я в молодости наравне с Турчинским паровозы тягал. But it looks close enough, and in most cases it's going to be accurate enough. If you want to do this correctly for like non-additive quantities, you have to like do weird integration math that is a little annoying. But it works for like additive quantities like position. Yeah. А ты уверен, что это они? Почему ты думаешь, что это именно эти соседи? Alright. Did that make sense? I hope that made sense. А в чем прикол писать, почему ты просто не пообщался с людьми? Ну, то есть, если смысл донести инфу, то почему ты ее не донес максимально прямым способом? Почему это нужно делать через записку? Они неприятные люди? Lots of people are typing. Если неприятные, вряд ли им твоя записка что-нибудь сделает. Ну, если стучали. Не совсем информативно, конечно. Часто люди не учитывают возможность пользоваться своим ртом эффективно. И выдумывают интересные решения, но не оптимальные. Записка-то сильнее, чем постучать, правильно? Как бы выше по иерархии серьезных заявлений. So the thing that happens is that if you have a linear interpolation like this, versus an angular interpolation like this. Так понимаю, у него есть право ходить у себя в квартире? Он ничего не нарушает? That's going to be there. But then the thing that happens is that halfway on the arc here is going to be over here. Halfway on the line is going to be over here. So if we look at this one, this is 25% of the way. But for the lerp, this is 25% of the way. And so you can see that you actually get different rotations. They're going to converge at the halfway point, but then they're going to diverge again. And then they're going to converge at the very end. And so what's going to happen is that the lerp is going to be slow in the beginning and slow at the end, and then it's going to quickly skip past the middle.
while slurp is going to smoothly and linearly rotate along the arc. Ясно. Это тот самый с работы, который тебе не нравится, наверное. That's the difference. But sometimes for small angles, the difference doesn't really matter much. So lerp is cheaper, and so sometimes you can get away with using lerp. But for extreme angles like this, where it's pretty wide, then you might have to use slurp instead. Это были ретро-игры именно на спектруме? Я думал, ты взял почти последнее место, потому что спектрум никому нахуй не срался. Что скажешь, почему место около конца? У тебя буквально, типа, хуёвая игра получилась? Сел, начал писать, идеи приходили. Какие-то были за полгода до дедлайна, а игру начал делать за 1,5. Подожди, а сколько времени вообще конкурс шел? 30 уровней за 1,5 дня до... Понял. Или ты сделал духоту, которую невозможно как головоломку решать. Поэтому люди не оценили. Знакомая ситуация. Alright. I've been like sinking more and more in my chair, and I feel like my back is gonna be very angry with me. Alright. Anything else before we go for lunch? Шел It's год. actually Понял. lunchtime now. Shrimp Buster gang? Yeah. No more thoughts? Oh, maybe I should fix the bug. Let's do that before we leave. So we had this issue, right? Where it was smoothing toward a target, but as soon as we go outside, it kind of abruptly stops, right? And that looks pretty ugly. Like that doesn't look very nice. We want it to be kind of keep on being smooth, У right? него бы и спросил Twitch. So let's fix that. So the problem is that we are only doing this animation while the target is inside the trigger. But what we're going to have to do is we want to animate even if it's outside the trigger. That's kind of what happens. We're pulling it outside, and then we want this one to keep smoothing, right? And so we need to move the smoothing itself outside of the if statement. And then what we want to do is that we want to only update the target rotation when it's inside, but we still want to know what the target rotation was after we leave the trigger. So we're gonna have to cache this. Слушай, Шторма, ты еще на связи? And so we keep this variable between frames. So even if it's outside, we still remember what the last target rotation was, and then we apply the smoothing. So now this should give us what we want. Да, Шторму написать. Где Шторм? Нету Шторма в Дискорде у меня. Охуеть, он вышел, что ли? Или это... Откуда он вышел, блядь? Может, тут висит? Ну, видимо, переименовался как-то. Блин, такой прикол придумал. С ним. Right, we need to hit play. Oh yeah, our value is outdated. I think we use 10 as our smoothing factor. Okay, so now it's smooth, and if we go outside, you can see that it nicely settles, right? Even though it doesn't have the target anymore, it settles. Isn't that cute? Doesn't that look nice?
yeah, so we fixed it. All right. I think that's it. Unless you have any questions about the bug fix, then... Смотрительское 7 место, по оценкам жюри 16. Хорошая графика и музыка. Звуков не было, в первой версии равно 0 баллов. Ага, понял. And you are Испанский занял первое место, также по спеку. За этой же игрой? Из 4. free to go for lunch. We're gonna do 1 hour lunch as usual. After this hour, we're gonna dive into trigonometry. Ты считаешь, что несправедливо осудили в Яндексе? Раз есть четкая градация, за что баллы дают. Because we've been avoiding angles like the plague until now. So we're gonna jump into that right after lunch. For those of you on YouTube, I'm gonna end the stream and I'm gonna start a new stream in an hour. So if you're on YouTube, you're gonna find the new stream on my channel. I think I don't know how streams work on YouTube, but it'll be there. And so yeah, we're gonna resume in an hour from now. I guess if YouTube has any questions, I can stick around for a little bit longer before I... У меня сейчас, Сердюк, есть полчаса, 35 минут до сна. Предлагаю сейчас пробовать поиграть в твою игру. Многие не согласны. Это я понял, что не согласны. Считаешь ли ты конкретно? Я не спрашиваю мнений других людей. Вопрос к тебе. Если считаешь, что несправедливо, то в чем именно несправедливость голосования? Ну, от судей. Они, по-твоему, несправедливо баллы раскидали тебе? Ты вроде сам, ну, типа, сам объясняешь, почему так получилось. 0 баллов за звуки, например. И картинка не от художника. То, что люди не согласны с жюри, это обычное дело. Это вообще не удивляет нисколечки. Что-то полностью как будто наебнулось все здесь. Он что, теперь еще не выключается? Пизду пошел, короче, джамп-каттер. Что-то он прям проблемы какие-то создает на пустом месте. Это, кажется, не он был, да? Может, и он. Может, надо хром перезапустить, не знаю. Через 32 минуты могу ложиться спать. Шел туда с идеей, их оценка это просто хорошо прорисованные сиськи на спеке, побеждает один и тот же участник, который делает игры про сиськи каждый год. Думаю, что оценивают именно сиськи или именно красоту? Это все еще не отвечает на вопрос, считаешь ли ты, что это несправедливо? Если там есть четкие объективные эти, как сказать, объективные критерии, по которым оценивается. Каждый год по игре про сиськи. Нихуя.
Много нюансов приносите. Так, готов ли поделиться инфой? Викинг Таймс, ее батина громкая. Тут что, нет ползунка громкости в игре, пиздец. Кто игру на джем без ползунка громкости делает? Первое, что нужно делать. Сиськи нравятся. Сексуально. Ну, в зависимости от общего внешнего вида их. В этом и шутка, Виталий. Ну, в смысле, я не знал, регулируется ли, но я понимаю, что это игра на спектру. Я доебался по приколу. Привет. Антискромность. Ну, это уже, конечно, не первая версия. Это бабкой мы играем. А почему Q это ходьба вверх? Как в бок ходить? Кто это управление придумал? Почему Q и W? Чё за... Ой, Q и A? Люди выключили игру, потому что не поняли управление. И не оценили. А, я думал, просто игра называется Янга, я думал, это бабушка как Ванга. На Викинга тоже ассоциации не возникает. Сейчас разберемся с управлением. Почему так, а не иначе. Спек пока... Я понял. Охуенно удобный. Ну и типа, если нет других кнопок, да, разбиваешь на 2 руки. Это даже смысл какой-то имеет. Я проклят. 3 руны законнектилось. Курс was lifted? В смысле, поднялась? Лифтит означает сняло или что? Что такое курс лифтит? Это косяк перевода или я не знаю сленга? Или это тоже классика спектрума? Redefine кейс был. Понял, нихуя. Даже у меня в игре нет redefine кейс, так не надо делать. А чё дверь открылась, закрылась, открылась? Нативный англичанин, понял? А что значит лифтит на русском? Что имелось в виду? Что случилось с проклятием, что оно поднялось? Опять сакабанда, ёбаный рот. А я думал, там какой-то сюжет вдруг появился. Меня уничтожил проклятие вместе с рунами. Ну, охуенды. Снято. А зачем мне заново начинать? Почему нельзя начать с той же самой игры? В чем ценность жизни заново? В смысле, игру заново начинать, если жизни кончились? Не, я Сердюк, я прошу не подсказывать, в чем прикол. Я понял, что нужно 3 руны замкнуть. Я уловил идею. Под старый. Ясно. Так, действительно делали головоломки? Наверное, да. Тебе виднее. Я тебе сейчас руну замкну, пес. А как я ему замкну? Видимо, нужно было здесь их складывать. А, и никак не дропнуть, да, заново? Видимо, да. Для второй румы уже душновато. И пройти я не могу этой руной первой. А если их по диагонали замыкать или по вертикали, может быть, их замкнуть нужно? Хуя их замкну по вертикали. Может, вот так можно? Оказывается, можно
не по прямой их замыкать, не очень неочевидно показалось мне это. Это делает игру чутка понятнее. Я просто предположил, а вдруг так можно. И сработало. А здесь я как будто бы проиграл, да, уже? Нужно было до верха дотягивать руну. А, ну я могу уже вроде это сделать. Почему дверь закрывается, открывается? Это можно умереть? Нет, нельзя, просто анимация. А потом уже после конкурса просто доделывал, чтобы, ну, типа, галочку поставить, чтобы звуки добавились все. Чтобы идею до конца финишнуть. Интересно, как ты все эти комнаты за 1,5 дня замутил. Ну, типа, это же нужно придумывать загадку, наверное, как-то. Был какой-то определенный алгоритм, как ты загадки придумывал? Или это нечто очень случайно выдуманное? Валим. Рандомно херачил, тестил, проходил и добавлял. Понял? Геймдизайн суровый. То, что обучалка есть, хорошо. Интересная механика в целом. Про то, что типа 2 руны тебя убивают, и это такой запрещенный мув. Я вот сегодня играл в Fire and Ice на Денде, тоже там интересную механику подобную реализовали, довольно уникальную. Блин, ну теперь если от того, что я знаю, что это все рандомно накидано, как-то и даже интерес пропадает, что типа геймдизайнер не позаботился о том, чтобы у меня был интересный опыт. Ну, обвинит тебя в звонках ночью. Так, нельзя делать? Нет, нет, нет. Нельзя звонить. Телефон не для этого придуман. Нужно звонок звонить. Ну, что мы здесь знаем? Мы знаем, что мы не можем оттащить эту штуку, да? То есть она будет после стены все равно. Мы также не можем ее сдвинуть. Можем что-нибудь вот такое, может быть, замутить, не знаю. Это тоже додвигать нельзя до конца. Что-нибудь в таком духе, может быть. Да как-то нет. Не двигается оно никуда здесь. Если я эту вниз отношу, она уже все, да, больше я ее уже... Ну да, неправильно отношу. Ну, в целом правило понятное, но вот головоломность тут такая допильная версия уровня X2, большинство из старых переделано. Уже хорошо. Нам известно, что если мы эту штучку подвинем, можно будет эту сдвинуть. Куда-нибудь. А, ну вот, собственный ответ. Только опять же, да? А куда? Вниз я никак не потащу эту штуку. Никуда и незачем. А, ну раз так, Twitch, тогда тебе ничего не грозит. Я что, в адвоката тебя записался? Я не знаю. Очевидно, ничего не случится. На самом деле. Да, эту штуку, если я... Ну, вообще никак, типа.
Как будто она нерешаемая. Я понимаю, что решение, наверное, есть, раз это всего лишь 3-й уровень. Но я прям не чувствую, что могу догадаться до этого сам. Есть вот такая опция, тоже бессмысленная. Может, ну я их две вместе же не могу двигать, не могу. Может, какой-нибудь секретный блок? Почему, блядь, некоторые блоки синие, какие зеленые? Тоже какой-нибудь вайп. Опции не вижу. Я пока что вообще не сдвинул этот уровень, да, то есть никуда. Эти штуки привязаны к штуке. И у меня нет варика. В угол их отвез. В угол. Тоже некуда. Непонятно зачем. Я могу что-нибудь вот такое сотряпать. Типа вставить их всех в одну. А, все есть. Есть. Хитро. Выдуманно. Так, тут вопрос, а что делать первым? Ну, очевидно, первым мы красный должны собрать. Иначе ни хрена. Ни за что. Если мы это стеночки подвинем, уже никуда не сдвинем. Тут то же самое примерно работает правило. Мы можем эту штуку куда-то сдвинуть. Куда-то. Ну куда? Мы точно знаем, что мы ее не можем поднять вверх никак. У нас нет опции эту штуку поднять вверх, значит красный должен собираться снизу точно. Но... А, ну мы можем обходить хотя бы. То есть мы можем вот так подвигать красненькую, обходить. Сдвигать. Шлеп. А это было не лучшее решение мое. Как сдохнуть? Тут есть кнопка рестарт? Рестарт рум. Эта жизнь мне уменьшает. О, смотри, а здесь есть настройка даже включения звука. Охуенно. А sensitivity это чего, мышки? Или нажатие клавиш, как здесь это работает? И на просто клавишу жму, и ничего не происходит. Это, видимо, FPS не успевает отработать или что? Технически все классно, мне нравится. А в чем прикол, что я стал фиолетовеньким? Это вообще на что-нибудь влияет? Видимо, нет. Просто меня типа проклинает руна. Теперь, видимо, эту руну вниз толкаем. Предполагаемо. Может быть, даже вот так. Наверное, так. Окей, первую загадку решили. Носится КБС. Чувствительность ГГ. А почему называется чувствительность, а не скорость? Странно. Не спал всю ночь, час поспал. Я тоже теперь полифазным сном занимаюсь. Сплю по часу 4 раза в день. Тапки с телекома звонит. Челопинг в игре. Ну, а чё? Если он думает, что могут ему помочь, что ему стесняться? Обращаться за помощью? Не вижу ничего смешного, если человек не разбирается в вопросе. Смеяться над тем, что он чего-то не знает. Ха-ха-ха, я из службы поддержки, я знаю. Он позвонил туда, куда должен был позвонить. Вот дурак. Вич говорит, что Елкин 256 это знакомый участник чата. Помнишь, у них такой был, но... Ни о чем особенно не говорил. Ну,
Что-то, значит, у него случилось, он интересуется, можно ли это поправить. Видимо, он почувствовал, что ему некомфортно играть. Я не вижу в этом, ну, типа, странности. Человек платит за услуги, а ему услугу стали поставлять более некачественную, видимо. Ну, по предположению. Так, а что мы здесь знаем? Мы знаем здесь, что можно эту и вверх толкнуть. Угу. Я, кажется, начал понимать, как это работает в этой игре. Что-нибудь в таком духе, наверное. Сейчас будет комната 5. Прикольно, я выкупил задумочку. Еще 15 минут есть, нормально. Мне нет, не мешали. Но думаю, если бы мешали, я попытался в первую очередь с ними поговорить. А если не помогло бы, начал бы обсуждать с полицией вопрос. Да, Спектрум. Это игра Сердюка. Шторм. Представь, что я сейчас все еще смотрю видос. Я придумал просто прикол. А тебя отрубили? В смысле, что отрубили? Так вот, Шторм. Короче... свет отрубили, хуёво. Ну, короче, представь, что это я смотрю, сейчас сижу, ну, видос по математике. Вот, я тебя зову на стрим, ты такой, типа, приходишь, ну, подыграй мне, подыграй. Типа, я тебя позвал сейчас на стрим. Давай разыграем сценку. Ты вот только что пришел на стрим. Шторм, помнишь, ты хотел, чтобы я сыграл в твою игру? Как там, что-то про где скример, где не нужно кричать, ты хотел, чтобы я поиграл. У меня как раз сейчас выдалось 35 минут перед тем, как я ложусь спать. Вот, и... Да-да, вот ее. У меня полчасика есть, и я сейчас буду играть в игру Сердюка, потому что он позже тебя заказал ее. Ну, попросил поиграть, даже не заказывал. Все. В этом шутка. Что ты лох, типа. А Сердюка я уважаю, поэтому в его игру играю. Понял? Вот. Так, ну это что-то халявная какая-то загадка. Тут я уже не понял, тут уже халтура-халтурничная какая-то от разработчика пошла. Как стать сердюком? Это либо вопрос к игре Казаки, там сердюки это определенные воины, либо фамилию поменять. Я не знаю, Twitch, о чем ты говоришь. Звонок сломан, с твоей квартиры работает. Мне с этой информацией делать нечего. Зайду. Но я спать лягу, я не зайду. Мне нужно ложиться спать с выключенным компом, иначе я могу потерять время на сон драгоценное. Так, это была какая-то халявная. А здесь в чем прикол? Пуш. Прикольно, не можешь сныть викинга, окей. А 2 не могу уже, да, толкать? Вот сука. Странно, что нажимаешь рестарт и получаешь гейм-овер. Она как будто не должна называться тогда, ну типа, не должна называться рестарт левел, скорее типа, не знаю, трай. Как это вот назвать? Типа умереть? Респаун? Что-нибудь такое. Что показывало бы, что мы типа действительно жизнь теряем, а не просто рестартим. Кнопка суицид. Не усложняется, чередуется сложность иногда. Понял? Я ожидал, что будет что-то, ну, хотя бы в сторону какой-то такой привычной кривой сложности. Тут прям уже все по-обычному началось делаться. Ночью тихо всегда, да? У нас есть чат с соседями в WhatsApp. Если было бы не тихо, там порешали бы вместе проблему, наверное. В прошлой квартире я сам ходил, буквально с другом ходили. Я по всем квартирам стучался, собирал всех номера и предлагал пойти, типа, собраться в чате WhatsApp. Вот, а в этот раз просто с соседями была другая ситуация. Там
А что там было? А, мы собирались на домовое собрание, и я предложил просто давайте, чтобы обсуждать, просто каждый записал голосовухой свое имя и телефон, и я потом всех добавил в группу. Ну, это что, только твоя проблема? Другие же соседи тоже есть. Можно с ними усилия объединять, оказывается. Я понимаю, что если толкну его вправо, я уже его не унесу, да, этот ящик? Толкну здесь, ну, видимо, вот так. А это что такое? Железный блок. Mirror Mortal can't move it, but a true viking can. Подожди, а в чем разница между обычным камнем и стальным? Почему? Я все равно же могу. Или вот так не могу, типа. Тоже могу. Свич, блядь. Что это за хуета? Нужно ее держать чем-нибудь, да, видимо, я понял. А я что, проебалите уже сделал? Как я вообще туда засунул руну? Да. Так, ну первым делом мы делаем это. А как я пройду потом? Если сейчас цепь зам... А вот так. Вот халява халявишь. Это типа меня обучают, наверное, да? Что можно кнопочку нажимать. Окей. Вик в это играл, Сердюк? Как он оценил? Я думаю, он же вроде бы это угорает по этой теме. Наверное, играл. Или он не играет в игры зрителей. Наверное, это тоже на него, в принципе, похоже. Тут халявная. И что сказал? Как ему? Делает сначала грохотом встает. И я... ну это не пиздец. Ну раз не пиздец, тогда окей. Не знаю, ты зачем-то эту информацию выдаешь, Twitch, видимо, высказать хочется поделиться впечатлениями, но на меня это никак не работает. Нормально? Понял? Нормально отвлекает, наверное, высшая похвала. Чё не работать лень? Это красный звук, он, наверное, меня убивает, правильно? Наверное, да. Зеленая штучка отключит штуку, чтобы проходить. Это да. Но его можно сломать? Очевидно, вправо эти штуки не двину. Никак. Да, значит, эту штуку нужно двигать влево. Но я бы сказал, я не очень понимаю, как это работает. Ну, предположим, вот так. Забавно. А здесь, где будет соединение цепи происходить, интересно. Я точно знаю, что здесь должно происходить, как минимум где-то тут. А, нужно сюда вниз кого-то отпустить с них. Но если я протащу вниз, вверх я уже опять не поднимаю. Значит, нужно не вниз тащить. Куда-то, типа, вот так, да? А где жизни? Больше их не дают почему-то. Почему жизни больше не дают? Разработчик и что, тварь?
сюда, потому что я не могу попасть сюда. Но я могу. Хорошо, как 3 есть, но по одной, понял. А в какой, например, игре головоломки было похоже именно, что, типа, головоломность, которая закидывает тебя обратно? Есть ли четкий референс от вот этой игры, на что она больше всего похожа, по-твоему? Ну и все, да, то есть дальше мы уже никуда. Я так и предполагал примерно. Ну да, да. Кабаны 3 в ряд. Понял. Разумно. Так. 5 минут еще есть. На этом у меня сегодня все. Ну как сегодня? У меня теперь нет никакого понятия сегодня или завтра или вчера. У меня просто есть циклы короткие. И 4 минутки мне осталось для того, чтобы приготовиться к тому, чтобы готовиться спать. Вот, к шторму пойдем как раз. Что-нибудь там смешное ему скажу. Перед тем, как ложиться. Скоро вернусь, наверное. Бля, лучше я эти ники ебанутые с цифрами. Это вообще идеал. Все, пока. Так, стоять. Сердюк баллов не получает.